Всем привет! Ага, доброе утро, добрый день, у кого может вечер, добрый вечер. Да, необычное у меня тут, необычное оборудование, короче. Но тут вопросы постоянно задавали, типа, вот, как там у тебя работает поворот головы. Макс, привет. Ну, вот я решил показать, как оно на самом деле работает. Да, я все это время мышкой управлял, я шутил, серьезно. Вот оно оборудование, Вот, видите? Вот это поворот ловит. Вот, видите, антенки. Ну, вот это связь с камерой, короче. Вот смотри, как она работает. Я сам удивлен, конечно, что я смог создать такое оборудование. Вот, смотри. Ништяк вообще. Блин. Слушай, что-то антенки перебарщивают. Надо будет поднастроить их. Тут, кстати, даже это есть. Если вдруг там играешь в игру, где флешки, знаете же, флешки бросают всякие там. Вот. Даже от флешек есть вот тема. Вот так одеваешь, вообще ништяк. Не, серьезно, она работает. Помните, говорили-то это, если слепит, глаза закрой. Не надо закрывать очки, одел и все ништяк. Вот. Так что смотрите. Не обязательно покупать очки виртуальной реальности там за 500 тысяч рублей. Можно вот такую сборку замутить, и все ништяк будет. Вот. Обращайтесь. Так, а теперь не о серьезном. Играем в ДКС. Сейчас пойду в редактор. Будем миссию дальше с вами делать. Так сказать, сделай сам и поиграй, да? Запустил 2 стрима на ютубе, на рутубе по классике старинной своей. Да. Вот, если я вот, допустим, в Reforge сегодня не играю, я могу сделать так, что у меня будет несколько стримов работать. А так Reforge у меня, сука, забирает все ресурсы. Да. Так. В планах ДКС, в планах Тарков потом. Вот, арму сегодня не ждите. Вообще, я сегодня в арму не играю. Все. Сегодня в арму я не играю точно. Я отдыхаю от нее, потому что я уже устал от нее немного. Я предупреждал, что я от армы буду периодически отдыхать. Так, идем в редактор. Предыдущий стрим создавали миссию. Суть миссии, значит, вылететь с Беслана, нанести удар по натовской колонии, которая движется в горах. Какие особенности миссии? Да, сложно по горам летать, понятное дело. Там еще бот вообще сразу носом тыкается в скалу. Вот, поэтому как хорошо, что мы сегодня собрались. Вот она колонна, короче, состав ее. Брэдля, Абрамс, Авенджер, Вулкан, грузовик, грузовой обычный. Ну, короче, обычная грузовая машина. 1, 2, 3. И в конце замыкает колонну у них Страйкер. Вот, они доезжали до вот этого поворота, и тут я их ловил, потому что они слишком медленно ехали. Вот. Ну, опять же, нюанс. Если, допустим, скорость увеличить, то здесь идет степь, и в степи их очень тяжело будет накрыть. Поэтому, я не знаю, тут надо думать, что с ними делать. Так, ну давай им скорость увеличим. У них сейчас стоит скорость 50, но я думаю, навряд ли они больше поедут. Давай, не знаю, 70 навряд ли, наверное, они поедут. Мне просто интересно, где их встретить. Там степь везде. Их же надо поймать.
Финиш колонна. Суть миссии просто нанести удар по колонне и вернуться на базу. Все. Если же колонна достигает своей точки назначения, задание проваливается. Вот. Создавали мы в предыдущем стриме. Кому интересно, можете глянуть. Там я создавал и триггеры. Так, сейчас, секунду. Структура миссии, значит, у нас идет. Приветствие игрока на базе. Пока ты появляешься. Потом задача, ну, туда летаешь до колонны, да, кстати, в описании вот задача нанести удар по вражеской колонии. Потом проверка идет на уничтожение колонны, то есть группа должна быть полностью разбита. Вот она группа, это и есть вся колонна указана. Затем идет проверка, что колонна разбита. Меня там игра оповестит, то есть здесь вот она оповещает. Отлично, колонна разбита, возвращайтесь на базу. Все, игрок возвращается на базу, там опять идет проверка. Еще раз колонна, проверка, что она разбита. Потому что может так получиться, что игрок может просто вернуться на базу в любой момент, и задача завершится, если не проверить еще раз, что колонна разбита. Вот. Логично, если я сейчас нахожусь на базе, допустим, и колонну не трогал, то триггер этот уже не сработает, потому что на этом триггере стоит условие группа разбитая. То есть логично получается, мы разбиваем колонну, возвращаемся на базу, идет опять проверка. Группа разбита, самолет находится в зоне базы, высота, ну что, проверка на посадку, значит, высоту меньше 106, сколько тут у нас, да, меньше 160 метров стоит. Откуда эти параметры берутся? Сам аэродром на такой высоте у нас. Тут же у нас возвышенности. Евгений, привет, привет. И скорость проверяется, чтобы ниже была, и все. Ну, а сколько вот скорость стоит, я не знаю. Но я поставил меньше 100. И меньше 100 самолет уже лететь не может. Он вот так вот и полетит, все. Вот. Ну и все, задание тогда завершается. И создали провал. Провал — это часть группы в зоне. То есть сейчас вот, допустим, я вылечу такую колонну и... Да, здесь вот у них есть такая тема в интеллекте у ботов. Они сначала оборону займут, немного побудут в ней, потом часть колонны перегруппируется и поедут дальше. А ты без боекомплекта думаешь, сейчас вернешься на базу, там перезарядишься, они тебя будут ждать. Нифига, они доедут до точки назначения. Поэтому желательно бы, конечно, их с одного раза уничтожить. Вот, и хочется сделать как бы и для них хорошо, и для игрока хорошо, потому что здесь мы вот играли в прошлый раз, я говорю, здесь жопа. Помимо гор, здесь вот зеленый, это все леса, поля, из-за леса в основном скалы. Здесь из-за деревьев не видать, то есть вот эти дороги, это вот речка идет, вот дорога. Вот эта дорога, она идет прям в деревьях. Ты их не увидишь просто визуально. Так, ладно, я же запущу, проверю, как они, с какой скоростью будут ехать. Так, что надо? Что надо? Сохранить надо было еще раз. Да, миссия сложная, потому что придется летать в горах. Бот не справляется. Если бота брать с собой, он бесполезен. Вот он сейчас со мной здесь. Он бесполезен, он в скалу воткнется. Я так понимаю, у каждой игры есть свой особенный интеллект бота. Где-то что-то, где-то в здание зайти не могут, где-то проваливаются в говно. Здесь вот они, допустим, не умеют летать в скалах. Особенность, да? Ну, это явно не 70 километров. Короче, вот эту колонну надо будет уничтожить. Вот он, Брэдли. Это Абрамс.
Это Avenger, это Вулкан, грузовики и Страйкер. Мы сейчас маленько схитрим. Мы выйдем из редактора, не будем ничего создавать. Шутка. Так, сейчас я пролечу туда, я там специально респанусь, посмотрю, как там. Только сохраняться не надо, а то потом заново все делаю. Так, пролет точки. Скалы бросаются под самолеты ботов. Да я тоже, ну я сначала подумал об этом, но что они скорее всего им это... Оп! И все, да? И чё? А где у него тут это? Направление движения. Ой, это... Куда он смотрит-то, блин? То она появляется, эта штука, то нету, смотри. Так, ну, ладно, мне надо вот эту дорогу осмотреть сейчас. Нет, не надо сохранять. Нормально у меня трекер работает, кстати. Ну, если его настроить так, вот как я в начале стрима показал. Шутка. Это, кстати, дополнительный вариант. Эконом 10+. Вот она, по-моему, эта дорога, да? Угу. Ну, их надо где-то здесь им. Гражданских нафиг убрать отсюда, мешаются. Так, не то. Не то. Вот то. Их надо подпускать где-то сюда тогда. Ну, с их великой скоростью они не успеют доехать до сюда. Ну, вот она дорога для атаки вообще в самый раз. Но тут опять же может решить игрок. Он может слетать и посмотреть, может подождать на базе, музыку послушать. Потом, допустим, вылететь, да, и нанести удар. Либо там им сразу удар нанести, если хорошо летает. Но там дело не в том, что хорошо летаешь. Там надо увидеть их единственно визуально. Они вот, получается, аж оттуда выруливают. Можно и сделать так, чтобы они не оттуда выруливали. Можно сделать их сюда пододвинуть, да, я так думаю. Зачем им там в скалах в этих ездить? Тоже, кстати, как вариант. Скорость им уменьшить и все. Ну вот она здесь уже фигня начинается. Даже сейчас уже посмотрим. Через город, ой, через деревню вот они могут проехать. Все, вот где-то здесь их ставить и отсюда начинать. Да, это получается Джинвали. Вот Джинвали они будут. Так, от Джинвали. Ну и все, им хватит расстояния. Их великой скоростью. Не понял. А, вон они, нифига. Нет, это сильно далеко. Расположил я их. Нажим увеличиваю. Нет, уменьшаю наоборот им скорость. Пускай где-то едут 30-ку. 300, да. И теперь мне надо как-то их перенести.
Угу. Только как? Как тут выделять-то? Может как-то здесь? Список групп. Их проще заново построить, да? Да, а если мы вот так вот объект... Знаете, вот мне нравится в обычных редакторах. Взял просто мышкой, вот так курсором зажал квадрат и выделил, да, все. Самого первого в группе. Угу, благодарю. Так, а это что за хрень? Это что, не наш, что ли? А, это все понял, он тормозит. Значок. Все, спасибо. Благодарю. Так, где этот супергород? Женвали. А, блядь, так Женвали. Они же тут это... Да ну ты чё, мы не успеем долететь, надо дальше их ставить все равно. Тут расстояние таковое, они даже это разогнаться не успеют, уже там будут, да? Блять. Сколько им дать расстояние? Давай хоть отсюда. Так, ПМки их не убрать надо отсюда. Оп. А как теперь его крутануть? А, вот все, он сам крутанулся. Ну, примерно так вот оставлю расстояние. Изначально они были аж здесь. Что они тут? Вот здесь они были изначально. Сейчас их перенес сюда. Вот максимум ваши ребята. Ну и все, я думаю, можно успеть их догнать. Ладно, попробуем. Так, это миссия с колонной. То есть здесь уничтожение колонны, потому что миссии же разные. Здесь можно просто позицию атаковать, можно танки уничтожить, можно еще что-либо. Ну, для меня, я лично считаю, самое простое, наверное, это колонна, это какая-либо позиция там, допустим, склад боеприпасов какой-нибудь, да? Вот это самое простое. Что у меня тут из вооружения? Бомбы. 500 ракеты, нары. Ну все, пробуем. Так сказать, сделай миссию себе сам. Да, меня многие миссии в компаниях не устроили. Я, в общем, азарт пропал у меня играть в те миссии, которые там сделали в компаниях. Даже та же миссия Реванш, компания Реванш мне уже надоела.
Идет нормально, нормально, а потом какое-нибудь говно. Да нет, я ориентируюсь просто сейчас по игроку. Время-то понятно. Тут еще зависит от того, как игрок будет лететь. Ну, допустим, я вот сейчас полечу и посмотрю. Так, а боту, подожди, навыки я поставил. У него ас, по-моему, стоял, да? Где он? Ну да, и что толку от его аса? Блин. Это он это ас он так разбивался, прикинь, а выше уже нету. За 4 года не прошел ни одну стандартную миссию. Да потому что бред делают всякие все. Понимаешь, есть понятие сделать просто игру, сделать кайф, чтобы поиграть, а есть, чтобы подрочить, ну, чтобы подрочился кто-то в его игру. Вот. Это маленько другое понимание. Я вот как человек тоже, который в армии 3 когда-то что-то делал, миссии компании, я бы тоже мог задрочить игрока просто и все. Первое время я так и делал, а потом нормальные миссии стал делать. Я понял, что надо создавать миссии не для дрочения, а для нормальной игры. В каком? В геймдизайне? Почему ты так решил? Это надо раньше заниматься было этим. Поначалу, вот когда жить только начинаешь, думаешь, да у меня еще вся жизнь впереди, блядь, ага. Потом бац, жизнь пролетает и думаешь, бля, перемотай назад, да? Я буду ученым. Вот Иркут, у них вот играли в кооперативные миссии, он же сам эти миссии создает. То есть он не берет их откуда-то. Он берет единственную идею, может там вот повышение квалификации, там Су-25Т. Вот это, кстати, взято из компании Реванш, по-моему. Там тоже летаешь сначала на Граче, потом садишься на Су-25Т. Не знаю. Су-25Т самолет хороший, но миссии для него делают пипец. Как будто это не самолет, я не знаю, а это танк крылатый.
Не знаю, мне не нравится. В основной кампании я хоть и делал вид, что я кайфую, а потом на самом деле я понимаю, что опять же миссия нормальная, а потом какая-нибудь херня. Ты просто на Су-25Т летаешь как на граче на высоте 300 метров в кабине, у которой вообще ограничен бит, и пытаешься там каких-то зениток найти. Ну ладно, вот здесь обзор, да? Более-менее ты что-то можешь увидеть. И самолет более маневренный, да? Он не рассыпется на такой скорости, как Су-25Т. А там, как я увидел, вот эти зенитки надо ловить. Ё-моё. Типа прикрыть десант. Прикрыть десант, высоту больше 500 метров не возьмешь. Там везде ЗРК стоят. То есть тебе надо прилететь на Су-25Т, при том, что одному тебе никто не помогает. Ты, то есть, один должен победить там всех. Где они насмотрелись этих боевиков? При этом мы прекрасно понимаем, что мы играем в игру, приближенную к реализму. Вот, механика здесь, ну, все равно она приближена, да, к реализму. И хотим сделать самолет Рэмбо. Ну да. А нахер тогда реализм? Если у вас самолет Рэмбо, блядь. Тогда это не реализм уже, это бред какой-то. Где они видели самолетов таких? Самолеты, точнее, которые будут там, я не знаю, всю армию побеждать. Один самолет. Ну и все, меня что-то бомбануло. Я думаю, идите вы нафиг со своими миссиями. Один создает этих буков куча, блядь. При этом бот за мной летит, ему задачи даже даешь, он их не выполняет. Его просто буки сбивает, а ты один должен эти буки уничтожать. Тут надо ориентироваться на то, что ты один. Тебе здесь никто не помогает в одиночном режиме. Если ты, допустим, играешь в сетевую игру, то тебе там товарищ поможет. То здесь нет. Боты, он даже в скалу. Вот он сейчас разобьется. Где он, балбес это? Он сейчас в скалу врежется и все. Я один лечу. Он даже скалу сейчас не пролетит. Поэтому мое терпение лопнуло. Я теперь лучше сам себе создам что-то. Да, это нудно, это надо тестировать. Но зато потом, вот у меня вот, обратили внимание, мы играем у меня уже в 3 миссии постоянно, и они все работают. Я их маленько подштриховал, и все. Вот эти 2 зимние, которые я играл, там надо нанести удар по городу, потом наоборот город оборонять. Потом миссию колонну, куда я 100 километров летел, постоянно колонну уничтожал, только технику не менял. Это все мои миссии, я сам их создал. И они нормальные, проходимые. Бывает, игра не идет, и все равно играешь. Но при этом ты играешь, кайфуешь, а не страдаешь. Зачем это страдание, блядь, да? У тебя уже хорошая, которую можно показать, сейчас сильно не хватает в игру. Да фиг его знает, я как-то особо вообще не... Меня все устраивает пока что у меня. Не, бывают люди как бы идут, как там обычно говорят, учиться никогда не поздно, просто к какому году ты выучишься, вот вопрос. Может, тебе уже на пенсию надо будет, а ты ученый только. Понятное дело, что учиться никогда не поздно. Годы-то все равно уходят. Что у нас там с колонной? У них здесь конечка. Мы подлетаем. Можно их еще подальше убрать. Ну, я, кстати, я бы не сказал, что я прям тут сильно быстро лечу. Нормально. Где у меня самолет второй? В смысле, я тоже с фарами? По второму смотрю, фары горят, значит, у меня горят. И самое забавное тоже, захожу, ну, делаю обложку, все, думаю, сейчас на граче в компании реванш, там же все-таки грач, все. Миссию запускаю, Су-25Т, бомбардировка цели на полигоне. Классно. Нахрена грач тогда? Короче, компания еще та.
А вторая компания, там такой геморрой. Там, короче, 100 километров летишь по скалам. И, ну, короче, там тоже будешь страдать. Я как-то запускал ее. Поэтому от горячих скал я бы, вот если брал бы только самолет Су-25 и все. Нихер там больше брать. Не, если там истребители, может, есть, конечно, только... Ну, самолеты, да. А вот что касается миссий компании, ну их нахер. Мне не понравились вообще. Так, мне надо как-то нанести удар так, чтобы меня Авенджер не накрыл. Этот гадость может. Нарами, что ли, ударить? Ну вот, видишь, молодец. У меня знакомый тоже айтишник. Кем он только себя не пробовал. Не знаю, мне нравится моя работа, в которой я работаю. Не люблю в офисах тухнуть. Дома он хватает. Сел, поиграл с пацанами он. А так, наоборот, ездишь на свежий воздух, бываешь в каких-то местах по России. Блин, о, слушай, нормально по времени вообще. Мы прям, я думаю, не больше, не меньше. Короче, догнать их можно. Сейчас надо им как-то путь перерезать. Они, кстати, в зоне видимости уже. Я удивлен, что у меня второй летит до сих пор. Еще не разбился. Видишь, как бы тебе сказать, программирование это другое все равно. Одно дело, когда ты, допустим, уже что-то делаешь, когда что-то уже создали, ты из этого что-то создаешь. Это другое маленько. Вот, а программирование, ну оно, кстати, тоже по-разному. Конечно, ты можешь обслуживать, допустим, программу, просто чтобы она была рабочая, да? Либо что-то свое создавать, ну, удивлять чем-то, да? Либо работа с сетевым оборудованием. Одно это уже не программирование будет получается, но она востребована. Сейчас в большие офисы везде всегда нужны люди, которые умеют работать с сетевым оборудованием. Потому что если там что-то накроется, это пипец. А сейчас тем более фишка-то, видишь, везде эти... Сейчас хакеров же хватает. Везде пытается что-то взломать. Вот. То есть вот во что надо идти, в такую тему, допустим, защищать что-то, да, уметь владеть вот эти темы, и будешь всегда востребован. Все, я их уже почти, да, я их уже обогнал даже. Сейчас буду наносить по ним удар. Второй. Блин, пока ему команду дам. Второму. Атакуй цели по возможности. Я на них не захожу. Да? А какой? В смысле, я тебе что, вооружение не дал, что ли? Почему ты не имеешь возможности?
В наше время сейчас очень много возможностей. Вон она, эта колонна пока сливая. Какой он там по счету-то третий где-то будет? А нет, это не она. Это деревья. Блядь, где она? Так, подожди, но пойдем на второй заход, надо их вытянуть сюда. Так, второй, задача. Прикрой меня. Авенджер начинает работать. Авенджер. А, нет, подожди, у Авенджера нету излучения. А кто излучать может нас? Или это просто оповещение, что типа ракета летит? Интересно. У них же нету радаров у нас. У вулкана нету радара. Или... А, подожди, у вулкана есть радар разве? Что я не обратил внимания, не помню. Опа! Какая красивая была. Ну, вулкан запустился, нормально. Пацаны, я так не рад вам, когда вы пускаете гадости. Надо как-то Авенджера уничтожить. Второй, как дела? Атаковать. ПВО. Не имею возможности. Имеешь? Давай, давай. Я сейчас еще нарами отработаю. Короче, они в оборону, наверное, встают, да? Да, смотри, они расположились в оборону. Хоть здесь американцев попиздить, да? Шучу. Да, блядь, знаете, вот, ребят, я вот не знаю, у меня сейчас понимание такое. Блядь. Использовать, допустим, то, что сделали за рубежом, и ругать их же, да? Ну, нелогично, я думаю. Процессор Intel, Microsoft. Че он? Ну, много всего, да? И при этом говорить: ай, какие негодяи. А, это ты пускаешь, я думал, помню. Вот, что-то загорелось там. Ну, понятно, короче, они на готовой теме работают, все ясно. Так, ребят, у нас еще на Твиче стрим идет, кому интересно. Я решил запустить, попробовать потестировать. Ну, вроде нормально у меня работает, и там тоже. Ну, если я сейчас в таком раскладе запущу Reforge, она мне просто не запустится. Прикольно. А, блин, тут гора мешает. Блять, как бы попасть так на них, чтобы не отхватить?
Я пока нарами по ним отрабатываю. У меня ракеты, конечно, есть, еще и бомбы. Но я боюсь подходить ближе пока. Вулкан, он тоже такой нормальный, я бы сказал. Вон дым вижу. Сейчас по нему ориентир. Еще загорелось что-то. О, вулкан сгорел. Еще выше надо брать по прицелу, получается. Я наоборот думаю ниже. Нифига. Так, вулкан сожгли. Нормально. Я, кстати, сегодня проверил трекер перед стримом, и я первый раз перегруз поймал. Здесь он реально есть, у тебя экран серым становится. Я раньше его не ловил. Так, что у меня по горючке? Блин, ну слушай, вот опять же горючка, да? Запасы не взял, аэродрома резервного нету. Вот и все. Осталось вот сейчас как-то добить колонну. Все, тогда работаем бомбами. Надо на базу сейчас уже. Можно условие сделать часть колонны уничтожена, допустим, да? Ну, блин, тогда... Не знаю. Мне кажется, легко будет. 1000 килограмм остается. Блин, сгорел. Фабы 500, кстати, отрабатывал. Так, остается Абрамс и 2 машины. Работала, кстати, одна бомба сброс. Сейчас вторая пойдет.
ошибка. А как так получилось? Крылом задел бомбу, прикинь. Скорее всего, был сброс бомбы, и я на нее крыло наклонил, ударило. А, блять. Ну, вот, мой косяк. Уху! Пацаны. Держите меня. Я жаль. Чуть-чуть вас не добил. Пиздец, блядь, так красиво сыграл и так хреново не доиграл. Кого в скриптах есть процедура, группа уничтожена. Она внутри логики проверяет боеспособность группы, если... Нет, наша задача полностью колонну ликвидировать. Поэтому все нормально. Надо баллоны брать дополнительные. Ну, я удивлен, что со мной второй летел. Это меня уже радует, что он нигде не разбился. Вот. Короче, это была разминка, то же самое, как, допустим, полигон. Но я хотел еще при этом все-таки миссию пройти. Что нужно дополнить? Так, по поводу колонны ничего не надо, они молодцы. Хорошо поддаются. Баллоны надо брать. Дополнительное топливо, я имею в виду. Так, я бы фабы, наверное, все-таки убрал. Вместо фабов, наверное, все-таки взял бы ракеты. Ой, ракеты, говорю. А, ну да, ракеты. Нет, я вот так сделаю. Я сюда закреплю нары тогда. Так, видишь, у меня бывает такое, ну, очень редко, но бывает. Так. Ошибка допущена, ну. Да, закончил миссию, да. Так, я сейчас думаю, что взять. Нары. Знаешь, а когда вот при посадке бывает, что-то происходит, это тоже мастерство. Поэтому, что ты удивляешься? Я не говорил, что я ас. Я такой же любитель, как многие. Поэтому свойственно и мне разбиться. Такое бывает, пойми. Но у меня это второй случай за всю игру. У меня первый, по-моему, случай был. На Су-25Т, по-моему, такая штука была. Скорее всего, бомбы же были ну хотя нет, подожди, бомбы были расположены здесь. Ну да, это скорее всего я бомбу сбросил. Короче, смотри, как ситуация получилась. Когда бомбу сбрасываешь, надо лететь прямо. Моя ошибка была, я во время сброса, как только сброс активировался, я ему не дал толком бомбе уйти вниз и сразу пошел маневрировать. Почему? Потому что я не хотел себя фабом зацепить. Вот, но при этом, я так понимаю, я крылом зацепил бомбу. Вот и все. Ну, я так думаю. Я уж думаю, в воздухе она бы, если бы сдетонировала, меня бы вообще бы не осталось. Ну, я зацепил бомбу крылом. При этом крыло, оно просто сломалось, оно даже не взорвалось. У меня даже, интересно, крыло развалилось, а эти пилоны остались. Такая вот херня, короче. К сожалению.
Так, что тебе дать? Правильно. Дюлей. Дюлей ему надо дать. Ну-ка, а он 29... Не, они 29-ки не умеют пускать. Я тогда как-то один раз наблюдал. Ну, давай ему бомбы дадим. Может, он бомбы сможет использовать. Хотя бы 250. Так. Это не надо ему тоже. Ракеты, ракеты. Вот ракеты ему побольше надо. Они вот ракетами неплохо стреляют, боты. Нары вообще ему можно убрать. Тогда вот так вот, наверное, надо будет сделать. Тоже топливные баки. Давай тебе сюда бомбы еще дадим. Ну, потому что сюда только можно ракету С-25Л ему за... Я не знаю, будет он ее пускать. Ну, хотя давай попробуем, посмотрим. Она тяжелая, блядь. Тяжелая, и работает она с расстояния такого ближнего, я бы сказал. Я, видишь, я бомбами пользуюсь на низких высотах, блин, это моя ошибка большая. Потому что когда используешь ФАП 500, надо высоту нормальную брать, там низкая высота. А почему я так делаю? Чтоб точнее попадать. Вот ты видел сейчас предыдущий сброс, самый первый, который был. Четко прям зарядил. И ни ветер, и ничего такого не сбил, так сказать, бомбу с толка. Тут надо как-то вот именно расстояние вот это, чтобы и тебя не повредить, и при этом точно попасть. При этом я не лечу, не вот так вот их сбрасываю. Я во время сброса, хоп, резко наклоню, сброс сработал, и я вот этот маневр ловлю, когда бомба уже на достаточном расстоянии от самолета ушла, я хоп, выравниваюсь и маневрирую. Вот. В этот раз, я говорю, ошибку сделал, я во время сброса сразу пошел вправо. То есть бомба меня просто, она ударила. Точнее, я бомбу. Вот такая вот ситуация, короче. Поэтому так лучше не делать. Я раньше бомбами вообще не пользовался. Я только стал пользоваться награчеями здесь в игре. Я любитель ракет всегда был. Мне всегда ракеты нравились. Ну, здесь ракеты сложно наводить. Это тебе не шквал. Либо не софт, как у Су-25СМ, да? Так, итого, работаем нарами, работаем ракетами. И работаем пушкой, да? Опасно, фабы все равно зацепит. Это надо очень хорошая скорость, чтобы тебя фаб не зацепил под капот. ФАП 500 очень мощные бомбы. Они очень хорошо цепляют здесь. Поэтому лучше использовать хотя бы 250. А я же, видишь, пятихатки беру. Сейчас все, мне они опасности не представляют. Но зато ФАП 500, если попадает, она может танк сжечь. Волной. То есть, если ФАП 500 ударяется рядом с танком, либо в танк, ты танк не уничтожишь ею. У нее ущерб идет тут именно вот эта взрывная волна вообще у ФАБа. Я помню, в Абрамс прям по кепке зарядил как-то в тренировочной миссии. И прикол в том, что она как-то по кепке ему летит, допустим, а воронка образуется под ним. А он стоит, ему вообще пофиг. Задержку чего? Именно сброса задержку или детонации? Я, как бы видишь, не бомбардировщик особо. Я вот недавно, говорю, стал использовать бомбы. Тем более мощные эти фабы. Ладно, вперед. Я знаю, что у американцев в самолетах есть тема такая с бомбами. Они там не только количество их выбирают, но и время еще чего-то
Задержка детонации. Но вот у них есть, я знаю, точно такая тема. Где живешь, ДКС, много людей, которым нравятся именно АФ-ки, А10. Я когда искал настройку трекера, везде только... я даже настраивал по А10. Ну, не знаю, мне нравится в наши часы играть. Ладно, пойдем, постараемся миссию сделать, чтобы создать еще одну. Так-то у меня еще сегодня это... Еще одна серьезная игра намечается. Серьезно позитивная. Играли в серьезно ржачные игры? Новый жанр. Умеешь по-серьезному ржать? Это типа когда серьезно, но ржешь. Ну, на этот Тарков сегодня будет еще. Появились настройки подрыва. Я не интересуюсь этим самолетом, как бы, Евгений, мне на него вообще... Я понимаю, он тоже, может, хороший там. Все, но я не люблю такое. Мне не нравится почему-то особо авиация. Вот. Такая, знаешь, на дисплеях чисто. Я вот когда сел за штурвал Су-25 Грач. Вот это классно. Просто не каждый любит вот эти часы. Всем нравятся электронные больше. Кстати, здесь тоже вот электронные есть часы. Вот. Можно и по таким тоже смотреть. Типа настройки есть у него такие же. Не знаю, не смотрел по поводу вот его настроек здесь. Может быть и есть. У нас есть еще самолет Су-25Т. Ой, да, есть. Этот СМ-3. Человек его делает. Есть еще моменты, но он говорит их не сделать в этой игре. Почему-то зеркалами там, чтобы прям хорошо отображались. И я заметил, у него почему-то не работает вот эта штука. По одной, по две, по три, по четыре. Тумблер этот. А так все классно. Если у подвеса есть оранжевый треугольник, то у данного снаряда есть настраиваемый с использованием. Ну, надо будет потом обратить внимание на это. Хорошо, понял. Что там, второй? Успеваешь? Как красиво мы накрыли их ПВО, и так красиво я бомбу ударил крылом. Да.
F-14 напоминает Су-25Т. Не знаю, я налетался на этом Су-25Т. Это раньше всего. О, Т. Иркут, вот говорю, тогда мне самолет этот подогнал, чтобы я у них на сервере полетал, как бы освоился. Спасибо ему большое. И все, он мне маленько глаза по-другому открыл на эту игру. Можно сказать, благодаря ему я другой интерес для себя открыл. Да, у меня была мысль взять пакет, как бы, но опять же, не знаю, миссии, вот эти компании, можно же горячие скалы взять, полный сбор. Но меня интересуют штурмовики в основном. Вот, сейчас на данный момент летаю на Граче, все. Следующая модификация, на которую будем летать еще, не Су-25Т точно, а Су-25СМ. А он есть. Почему бы? Можно для него миссии поделать. Всякие разные. Единственное, его использовать в бомбардировке будет неудобно. Почему? Потому что у него, я говорю, вот проблема вот с этим. У него не переключается одиночка, либо две сброса. Я так понимаю, он сразу две, по-моему, сбрасывает, и все. О, да, точно, сам вертолет ты мне напомнил, нам надо вертушку. Ладно. Точно, я же вертолет хотел здесь еще. Че раздобыть, надо бы ее купить, и все будет. Купите все. Надо не туда, давай туда. Попробуем опять такой же крюк сделать. Он успевает за мной, нет? А, все понятно. Второй, пока. Короче, я понял, как с ними летать. Если в гору пойдешь, все, он в гору уйдет. Надо между горами пролетать. Блин. Как сейчас, блин, без него? Он помогал мне. Ты, сука. Я-то надеялся на его вооружение. Что он тоже будет принимать участие. Да неправильно пошел, я шел уже на колонну. Надо вот так вот обходить сейчас. Облетать их. Потом в нос заходить. Не знаю, смогу ли я. Нет, этим боекомплектом всю колонну уничтожить. Ну, что у них там в основном из серьезного вооружения такого бронированного? Это Абрамс и Брэдли. То есть их надо сначала Авенджер уничтожить и Вулкан. А все остальное Абрамс, Брэдли, если только хорошо ракетами. Но видите, у них единственное, блядь, Абрамс и Брэдли, они хорошо сопротивляются. У Абрамса пулемет хорошо херачит, а Брэдли пушка бронебойная. Если она, блядь, зарядит меня по кабине, это хреново. Короче, они полностью, помимо ПВО, они еще и сами могут ответку дать. Вся техника, кроме грузовых машин. Страйкер может по мне стрелять легко вообще. Ну короче, и до сюда уже ручки достали. Понятно. Да то же самое, как, допустим,
Сейчас те вот, у которых прям стримеры, ну, в плане аудитории, у них большая аудитория, они налог платят за стримы, прикинь. Хотя они, блядь, стримят вообще, допустим, на площадке иностранные, должны платить налоги РКНу, допустим, или кому они там что платят, я не знаю. Я офигел, прикинь. А что вы такого делаете, допустим, да, чтобы вам налоги-то платить? Вы создали эту площадку? Нет. Вы нахер наоборот заблокировали, допустим, ну, прикольно придумали. Там на Рутубе уже написано: если у вас аудитория больше 10 тысяч подписчиков, вы будете иметь дело с РКНом. Это угроза, типа, наверное. Теперь думай, надо ли тебе много людей в подписках, чтобы потом дань платить. Это уже наглость, я считаю. Вот стримеры, но большая часть стримили на Ютубе, на Твиче. Эти площадки вообще не относятся к Российской Федерации. Какого хуя за них должны платить налоги, я не могу понять. Ладно, там на Рутубе понятно, там что-то они там свои правила делают там. На ВК, да, и то ВК, я не знаю, ВК же тоже, хотя хрен его знает. А люди, которые реально там, допустим, на каком-нибудь Ютубе, на Твиче стримят, площадки вообще иностранные просто. Ну. А налог вон за интернет и так платят провайдеру. Не знаю, Евгений, для меня это уже борзость, блядь. Так, я захожу на цель. Где-то у меня здесь поедут сейчас. Может их сюда вывести поближе. Где они? Это они, что ли? Да, это они. Ё-моё, вообще не дошло по Брэдли. Я говорю, тут надо, блин, пипец как высоко брать, чтобы попасть. Либо очень близко подлететь. А близко подлететь нельзя. Во, заебись. Ракета, блин. Зацепила меня.
меня не сбило, не знаю, может ЛТЦ все-таки обманули немного. Герман Бой Хай. Так, ребят, сейчас
Так, ладно, пробуем еще полетать. Полетали. Слушай, по-моему, я налетался уже на этом самолете. Сейчас вот на данный бой. Нормально так паузу нажал, да? Вообще ништяк. Короче, этот бой я нахватал все. В прошлый раз, что мне не прилетело, в этот раз мне прилетело все. Блин. Никто не говорил, что миссия будет легкая. Она сейчас гидрача идет уже все. Да блин, второй самолет все-таки пользу давал, он их отвлекал. Ну что, попробуем атаковать. Правда, я еле живой уже. Гидрач, не покидай меня. Вернись. Все, пиздец. Еще одна прилетела. Да, он бьет Авенджер далеко, блин. Он как иглы в тебя. Чу-чу-чу. Запускает. Жаль. Что там, никого не уничтожили? А, живые все. Ладно, не будем мучиться. Это хорошо не закончится. Так, ну, миссия готова. Осталось ее только поиграть. И все, надо успешно выполнить. Это уже другое. Ну, я вам показал, колонна бьется нормально. Единственное, мы не дошли до завершения. Ну, я не знаю. Как можно еще проверить завершение? Быстро, так сказать, проверить. Так, главное сейчас ничего не сохранить. Просто подтянем колонну куда-нибудь сюда, да? Ну ты что делаешь-то? Ты зачем так сделал? Че он не удалил, блядь? Если хотите открыть новую миссию, конечно хочу. Да, надо вот что-нибудь, машинку какую-нибудь поставить одну, допустим.
Блять, ты смотри, чё. Сейчас надо постараться еще удалить эту тему. Он, видишь, вместе с ней удаляет. Да-да-да. Не, сейчас по-другому сделаем. Надо просто понять, как его убрать. А, ну вот так, наверное. Ну-ка, подожди. Все, убрал. Тип машины. Какой-нибудь Урал поставим. Группа та же осталась. Та же. Сразу поинт у него. Вот поинт, да? Вот мы привыкли, допустим, кто в редакторе армы тоже работал. Через delete. Нет, здесь delete не работает. Ну как, ты его можешь удалить, но он у тебя вместе с техникой удалится. Поэтому надо вот так делать. Вот здесь. Оп, удаляешь. Вот еще один поинт. Все, я его просто остановил. Он будет стоять, ждать. А сам сейчас просто перемещусь туда. Самолет поближе просто поставлю сейчас. Где ППМ у него? Да хотя пофиг, ладно. Ну и все, сейчас мы нанесем по нему удар, проверим, сработает ли условия уничтожения колонны и этот возврат на базу. Сейчас ППМки надо убрать только у него еще. Главное вот здесь не накосячить. Миссия содержит несохраненные изменения. Все изменения будут потеряны. Хотите ли вы типа сохранить? Нет, конечно. Сейчас да нажму и все, и пипец. Понял. Надо развернуться. Все, сейчас типа мы типа я нападаю на колонну. Уничтожаю. Условие стоит. Там не важно какая техника вообще, сколько единиц. Условие стоит на группу. Там даже может пехотинец просто быть один. Если я уничтожу его, то группа типа как уничтожена и все. Такая тема. Сейчас, значит, проверю я. Сначала проверю выполнение миссии, потом проверю провал миссии. То есть надо сделать колонну, чтобы была в зоне провала. Сейчас после второй деревни сразу на въезде в нее будет Урал этот.
Ну а колонна дала понять, что она не такая простая. Первый раз, да, мы нанесли удар успешно. А второй раз получили пиндячик. Ну, я получил, поэтому не так все просто. У нее есть защита, у нее есть вулкан, у нее есть Венджер. Авенджер стреляет ракетами, несколько пусков может залп сделать, точнее. Сколько там, 2 или 3 он, по-моему, да? Может сделать. А вулкан, если ближе подойти к Авенджеру, типа ты его обмануть пытаешься, вулкан тебя снесет. Потому что вулкан, у него шестиствольный пулемет, который вращается, вот этот сбривает тоже хорошо. Тут техника уже не новая, но дюли даст. Кого топливные склады? Нет. Говорю, сейчас надо миссию другую еще сделать. На уничтожение объектов. Мы как-то делали. Просто я ее не сохранял. Вот за той деревней, по-моему, будет Урал справа. Что, зайти на него надо. Вот, по-моему, он стоит. Блин. Повреждения, да, но надо его уничтожить. Че, будешь уничтожать его? А, все, нету второго. Ну что, разбился? Он опять не выдержал, не вывез, прикинь, поворот за гору. Ну так, а если я пушкой отработаю по этому объекту, допустим? А, ты имеешь в виду, что если объект этот взорвется, то взорвется склад. Либо, может как получится, если условия ставить на объект, который возле склада, объект этот пушку уничтожаешь, а склад живой. Как так-то, да? Только это надо тогда мощный объект ставить, который может сдетонировать и уничтожить склад. Я по-другому делал, я солдатика ставил. Как вариант. Тыч. Че, живой, что ли? Все. Отлично, колонна разбита, возвращайтесь на базу, пишет. Все, сейчас возвращаюсь на базу. Так, а база у нас... Че? Правильно же лечу. Что возврат не могу выставить.
Зря ППМки убрал. Сейчас не угадаешь. Ладно, пофиг, по карте долечу. Сейчас надо условия проверить, что я прибыл на базу. Так, ну условия на колонну работают. Все, задача сделана. Пипец. О, Костя, привет. Че, опять не он, что ли? Не могу на него выставиться и все, на этот аэродром. Там вроде наш стоит. Ну да. А я миссию вот эту, которую делал в предыдущем редакторе. В прошлый раз пытаюсь ее проверить. Сам ее пока не выполнил. Но надо ее все равно протестировать. Сейчас вот выполнение просто сделал быстро. Выполнение работает. Сейчас еще на базу долечу. Что-то какой-то бред. Во, вроде выставился. 85 показывает. 84. Или это на Моздок? Скорее всего, на Моздок. А все равно курс туда же. Почти. Сейчас надо приземлиться на аэродром. Блин, правда, я весь в обвесах. Приземлиться на аэродром надо будет и проверить выполнение миссии, как оно сработает. Мы сейчас летим во Владикавказ. Или я все-таки правильно выставился? Как раз расстояние до туда 66 километров сейчас остается. Я еще Тарков сегодня планирую. Побег. Побег в Тарков с ДКС.
Блин, расстояние такое далекое, пипец. Вроде оттуда, когда вылетаешь, как-то не паришься. Вот, а когда отсюда летишь туда, на возврат, кажется, нифига себе. Дальняк-то нормальный. Короче, чтобы с ботами летать в горах, надо вот здесь, вот в таких местах пролетать между горами. Если резко передумаешь и пойдешь в гору, да, ты гору обманешь, он нет. Он в нее влетит. Что, без меня долетит? Как Су-25Т, да? Прикольно. Выставляешься, он сам за тебя летает, сам можешь самолет посадить. Что это за самолеты такие интересные? Без пилота просто сам все делает, да? Это уже беспилотник какой-то. И то беспилотник оператором управляется. Где этот чудо-аэродром? Ага, мне показалось, либо у него полоса короткая какая-то была, когда я взлетал. Да, тут есть такие аэродромы с короткой полосой. Че, блядь, в городе, что ли? Подожди. А, вон он, красавчик. Еле-еле эту полоску видно, блин.
Бля, я еще с таким арсеналом не приземлялся. Я, конечно, с ракетами приземлялся, чтобы у меня еще топливные баки полные почти. Это что-то новое для меня. Удар жесткий, все равно чувствуется вес, блядь. Парашюты. Опа. Да, здесь парашюты, потому что полоса вроде не такая большая, да? Хотя нет, мне бы хватило бы все равно. Ну и что? Где условия? 1-0-0. Заруливайте на стоянку. Я точно туда приземлился? Ну, что-то не выполняется условия. Вот это вот единственный момент тоже вот важный, так сказать. А там, по-моему, триггер на весь аэродром, если я не ошибаюсь. По идее, должно сработать. Либо высота, либо скорость. Сейчас я на парковку его поставлю, полностью заглушу и посмотрю. У меня здесь высоту показывает 502. Сколько? 520 метров здесь высота у него на аэродроме получается. А у меня условие там стоит сколько? 160. Но у меня высота стоит там, я не помню, надо будет сейчас перепроверить. Скорее всего, дело в высоте. Здесь высоту хрен угадаешь. Потому что аэродром, он находится на... Каждый аэродром на своей высоте. То есть здесь у нас же нету прям вот как одно поле на всю карту. Здесь где-то выше, где-то ниже, может. Скорее всего, высота не с высотой что-то. Барометрическая. Я не знаю, какую мы ставили, не помню. Стой. Реально от уровня моря. Ну вот у меня от уровня моря, по-моему, я ее ставил. Нет? Так. Ага. Ладно, пока оставлю так же. Сейчас надо будет еще одну тему протестировать. А, нет, так не надо.
Самолет-то у меня не там, мне надо, чтобы многие там на базе был. Так, условия. Объект в зоне был. Группа разбитая. Так, а где тут она? Какая? Где тут она? Видно, что она реально нереально. Где? Раньше был выбор. Ну вот ты сейчас удивляешься про высоту. Я сам же пишу, раньше был выбор. Ну, раньше тоже там это молоко стоило по 10 рублей. Ты видишь, нету здесь. Я что сделаю? Тогда проверка просто. Человек приземлился и все, и пока. Не надо ничего. Скорость хотя бы проверку, да, сделать, и все. Скорость ниже 100 километров. Ну, давай 80. Все, этого достаточно. Сейчас задача выполняется. Так, сейчас. Так, ну, высоту угадывать тут бесполезно. Сейчас какая задача? Надо как-то нейтрализовать машинку по-быстрому. Ее сейчас нейтрали... В смысле, какая нафиг Брэдли? Нет. Автобус. Так. Да нормально. Автобус ЛАЗ против взвода Т-90.
Ну, это примерно так же, как Су-25Т против всей армии НАТО в кампании «Битва за нефть». Че, я надеюсь, вы справитесь с этим, с автобусом. А то, кто их знает, вдруг нет, да? Так, все, им задачку поставил. Доехать до автобуса. А сам, наверное, взлечу, а потом посажу. Да? Ага, нет, а подожди, если они все уничтожат, я пока буду взлетать, потом миссия выполнится. Нет, тогда надо сделать так. ППМ. Самолет второй мне не нужен. Будем надеяться, что танки доедут. Да, и потом попробую приземлиться. Ой. Интересно, они будут синий автобус бить? Это же автобус. Сейчас немного подождем. Надо было на него прям их расположить, да? Проверка, значит, уничтожение колонны, типа задача выполняется. Чтоб я вернулся на базу, миссия завершилась. В прошлый раз не сработало условие высоты. Сейчас высоту убрал, чисто скорость оставил. О, автобус к ним навстречу едет, кстати. Они вывели определение уровня в отдельную функцию. Есть функция объект высота. А есть объект высота над уровнем земли. Ага. Ладно, высота нам не нужна все равно сейчас уже. Достаточно для самолета скорость. Вот для вертолета, да, для вертолета, скорее всего, там скорость, он может вообще подвиснуть. Там надо проверять. Ну давай, ребята, ну чё, автобус, блин, не можете бахнуть. Прикинь, он сейчас их вот так вот плечами чика раскидает и дальше поедет. Но это же синяя сторона, потому что она здесь такая же, как в других играх. Нет? Я жду, когда они его бахнут, чтобы мне задачу сделать. Ставок, сотый. Отмена возврата. Продолжаю выполнение задачи. Все, задача сделана.
Отлично, колонна разбита, возвращайтесь. Хорошо. Ставок, сотый, возврат. 1-0-0. Ставок. Следуйте курсом 066. Удаление 8. Давление 714,83. Посадочный 1-0. Занимайте высоту круга. Короче, ты уже налетался в обычную миссию, тебе хочется какую-нибудь эту чисто поприкалываться. Нет, я хочу что-нибудь сделать такое, чтобы летать, проходить боевые задания. У меня другой стиль. Мне еще долго игра это не надоест, если я буду сам миссии какие-либо создавать. 1-0-0. Работайте с посадкой. Я скорость разогнал. Ну, там случайно в спину ветер не дует, что он быстро разогнал ее. А скорость что не так? Смотри, он даже скорость не ловит. Блять. Ну скорость-то почему у него не ловит? Я тогда со своими миссиями также мучился. У меня, короче, миссии создал и когда-то здесь они все работали. Потом дебильные обновы полетели на игру эту, и они перестали завершаться у меня задачи. Голову ломал тоже, что и как. Здесь такое же говно сейчас происходит. Не знаю, что ему надо. Вот она скорость ниже 80. Что ему надо? Так что все это лажа. Ни скорость, ни высота. Так, объект в зоне, значит. Надо думать, что еще придумать. Полное говно. Да.
То, что объект в зоне, то это понятно. Надо же еще проверку сделать. Просто до триггера долететь, что ли. Так, а при чем тут жив? Ну и что? Ну ты просто пролетишь над триггером, у тебя задание завершится. Ты понимаешь, что надо проверку сделать, чтобы ты не просто пролетел над базой, да? Может так получиться, что ты вот, ну не смог зайти с первого раза на посадку. Ты просто мимо аэродром пролетаешь, у тебя задание выполнено, молодцы. Вот это вот твоя вот в данный момент проверка. Объект в зоне, объект жив. Оно так и сработает. Ну ты в зоне, ты жив, логично. А то, что ты на аэродроме находишься, проверки-то нету. Что ты именно там, вот у тебя самолет уже внизу. Вот, подожди, объект высота над уровнем земли. Вот, смотри, тут, да, может тут это... Вертикальная есть скорость. Ну-ка, давай попробуем. Высота над уровнем земли. Более чем... Менее чем... 50 метров, допустим, да? Угу. Высота над уровнем земли менее чем... Вот, чтобы мозги не это... Подожди. Во-первых, надо перезапустить. Потому что я надеюсь, я там ничего не сохранил, а то колонну заново строить придется. Так, эту миссию оставляем. Пойдем. Сейчас будем условия тренировать. Блять, это какой-то пипец. Вот она вроде русским языком написано, ставишь, оно не срабатывает. Ну, вот самолет, допустим. Самолет Су-25. Без разницы. Какая нахрен посадка? Ну, допустим, условия. Сдаю. Высота над уровнем земли менее 10 метров. Текст всем. Ура. Все, проверяю. Ну, здесь не то, что непонятно. Миссия выполнена, поздравляю. Ура. Ну вот, может такую проверку сделать, да? Да, кстати, вот он, Су-25СМ. Самолет. Вот как клик убрать-то? А вот. Так, ну ладно, это условие работает, хорошо. Теперь со скоростью.
Если мы тангаж сделаем. А, подожди, тангаж. Крен тангаж. Нет, это не то. Тангаж это вот. Вот это крен, а это тангаж. Это не форсаж. Да мы тут нам надо, видишь, на будущее, не именно в этой миссии, а на будущее, чтобы миссию завершать. Не, можно ее завершить в полете, все. Ну, интереснее же, когда ты возвращаешься на базу, приземляешься. Давай на высоту условия сделаем, да и все, и плевать, да, с одной стороны, как бы. Можно даже сделать, допустим, смотри, какую тему. Проверка высоты. Вот. И еще создать условия, допустим, вот она парковка есть, да? Триггер создадим здесь, просто его поменьше сделаю. Ну, да есть, допустим, парковка. И назвать ее парковка. Ну и все. Здесь в условии высота и объект в зоне парковка. Можно так проверить. Редактор здесь не сложно. Здесь вот именно непонятна логика работы вот этих. Ну, вроде написано высота менее. В итоге ставишь, не срабатывает. Оказывается, надо другую высоту менее проверять. То есть такие моменты. Все, вот он неправильно делает. Смотрите. Допустим, высота над уровнем. Пока уберем. Текстура. Паркуйтесь. Затем создаем клон. Вот. И здесь добавляем еще одно условие. Он не то переделал. Так, объект в зоне этого мало. Создается еще. Сколько там было? Клон. Вот, и вот к этому надо еще создать. Не жив, а объект в зоне. Ну и все, сейчас вот он, получается, первую проверку проходит, типа оповещение, ура, паркуйтесь, потом ты приезжаешь на парковку, у тебя срабатывает
Завершить миссию. Все, победитель красный, допустим, и победа, да? Я понял тебя, Костя. Ну, смотри, я, видишь, сейчас в редакторе ковыряюсь, чтобы потом играть нормально. Тогда тоже ковырялся, но зато потом кайфовал. Стоит только отвлечься от редактора, пойти поиграть в эти супер миссии, которые на халяву вам делают. Пизду. Потом играть не хочешь. Такое ощущение, как будто все стараются, блядь, то ли этими миссиями дрочнуть друг друга. Любительских миссий нету обычных. Мало их вообще в компаниях даже. Пропустил, ура, паркуйтесь, там надпись, он, я ее пропустил. Ну все, теперь надо на парковку попасть. Парковка, все, поехали. Один ноль ноль. Волокно. Разрешаю руление на полосу 9. Блин, далековато ехать до той парковки-то. Можно было еще здесь триггер создать, да? Вот на эту парковку условие стоит. И... И... Что тебе не так? Вот-вот. Вот и угадай. Вот вроде выбираешь то, что нужно, а оно работает не так, как надо, да? Я не знаю тут, как они завершения работают. Они коряво работают, я говорю, в прошлый раз так же. Либо перевод говно, либо, не знаю... Чё? Все, приехали. В каждой игре есть своя какашка. Alt F4 спасет мир. Ну, повис. Ну. ДКС снять задачу.
Так что ни хрена, видите, одно дело сделать боевую задачу, другое надо еще завершить. Я тут как-то опять же вспомню человека. Иркут, он, интересно, летает еще, нет? Я спрашиваю, а ты как миссию-то завершаешь? Да, мы удар нанесли, видим, что, ну, я просто так вот как бы понял. Техника горит, уничтожена, до базы добрались, Escape нажимаем, выход, все. Не, ну это понятно, это я тоже так же могу завершить. Я могу полет так сразу завершить, Alt F4 нажать и сказать, пацаны, я победил. Ну, суть-то, мне же надо, видите, дойти до именно, чтобы завершение сработало, как вот в играх обычно, да, вот ты что-то выполняешь, идет хэппи-энд, концовка какая-нибудь, ну... К этому вот надо идти-то. Но тут, видите, это коряво работает, к сожалению. Главное условие на базе сразу срабатывает. Только стоит проехаться до другого триггера. Все, триггер просто не активируется. В честь чего это? Так, миссию не сохранял эту. Поэтому, чтобы перейти дальше на создание, разработку других миссий, надо научиться делать завершение. Завершение не просто, чтобы ты оказался в этом триггере, пролетел над аэродромом. Понятно, оно у тебя, наверное, сработает. Хотя, может, оно и тоже не сработает, да? В корявости в этой, блядь. Поэтому... Как хорошо, что я сегодня собрался. Сколько времени уже? Пролет точки, запуск, горячий старт, посадка, старт с грунта, горячий старт с грунта, пролет точки, ППМ, это что такое? Это он будет в воздухе тоже, что ли? Объект, скорость выше, ниже, чем. Как я понял, этот показатель смотрит на прибор реальная скорость. Да, тут понимаешь, вот он, элементарно высота даже. Ну, она то срабатывает, то не срабатывает. Вот смотри опять. Ладно, здесь ничего не меняем. Создаем просто проверку. Вот. Высота над уровнем земли менее там 50 метров пускай будет. Создать. Сообщение команде. Текст всем. Допустим, приземлился. Все, вот. Ну, оно сейчас работает. Очень тоже интересна вот эта тема.
Либо ППМ в полете, либо пролет точки в полете, взлет с полосы тебя кинет на полосу, запуск на стоянке, значит будешь на стоянке его запустить, горячий старт со стоянки, посадка. А что, нельзя просто вот и поставить его, блядь, здесь на аэродроме без вот этого говна? Просто вот поставить куда я хочу и отсюда поехать на нем, как на машине. Почему я в редакторе не могу это сделать сам? Горячий старт со стоянки. То есть смотри, вот если сейчас это выберешь, ППМ либо пролет точки, он у тебя будет наверху, либо взлет с полосы, он тебя отправит туда в начале полосы. Запуск со стоянки, либо на стоянку тебя кинет нахер. Горячий старт со стоянки тоже тебя на стоянку. Посадка, это значит, скорее всего, опять ты будешь в воздухе. Старт с грунта, он тебе выберет грунтовую дорогу, ты где-то будешь кататься на ней. Горячий старт с грунта. С какого нахер грунта я могу просто появиться здесь, вот в этом месте? Классно. Вот что здесь сейчас выбрать? Горячий старт со стоянки придется выбирать. С какой, блядь? Вот, отсюда. И сейчас отсюда нам пилить до сюда. Так. Проверяем первое условие. Условие именно высота над уровнем земли. Менее 50 метров. Вот она, видишь, видите надпись? Я специально ее опустил вниз. Ну, то есть это условие сработало. Подожди, а если мы... Не, ну блин, мне же игроку-то надо подсказать, чтобы, допустим, он на парковку приехал. То есть я понимаю, что это можно сделать одним триггером, даже проверку, что сразу высота, присутствие на парковке и все. Ну а как вот ты приземлишься и как ты поймешь, что тебе на парковку ехать? Вот. Поэтому надо еще триггер создавать. Приземлился, допустим, вот первый триггер. И езжай на парковку. Вот, и за этим триггер еще один. Ладно, я даже вот так сделаю. Я не скопирую, я создам. Создам опять условия. Так, подожди, а я не сделал, да, кое-что? Персонал, точно. Подожди. Что это? Ну ладно, так наш. Ты имеешь в виду поставить персонал и сделать проверку дистанции самолета к персоналу? Ты так хочешь попробовать? Ну смотри, давай попробуем. Можно не обязательно персонал, можно и машину какую-нибудь поставить. Но опять же она будет работать как попало, блять. Ну-ка давай попробуем. Гражданские судна. Авианосец давай влепим здесь. Самый раз место поплавать. Так. Смотри, какой в жопу танкер. Фу, блядь. Пехота. Десантник. Давай десантника сюда поставим. Назовем его. Ну, он у него группа Ground. Ground пускай будет. Чего? Да нет, тут вон можно сделать. Смотри, какую тему. Сейчас. Один создать, затем условия. Объект. Также 50 метров.
И еще дистанция тут есть? Или тут ее не придумали? Дистанции нет. Группа в зоне только есть. Группа жива. Коалиция заняла аэродром. Объект в зоне. Объект вне зоны. Есть еще такое понимание. Дистанция объекта к объекту. Вообще, по идее, есть такое. Ну-ка, игрок в диапазоне. Параметр объекта в диапазоне. Так, а вот это в диапазоне. Минимум аргумент. Параметр объекта в диапазоне. А, может тут это? Подожди. А, нет, это не то, опять же. Здесь такой геморрой вообще. Даже в армии 3 то было проще. Там быстрее бы в скриптах, наверное, это освоил, чем здесь. Оно поначалу кажется легко. Вот смотришь там вроде на русском языке, все там цикл создай, вот 3. А в итоге оно ни хера не работает просто и все. Оно есть, но оно либо работает как-то, либо перевод корявый, либо я не знаю, что тут происходит. А работало первое время, я говорю, я когда зашел в эту игру, я создал 2-3 миссии, у меня все четко было, не помню, 2 даже. А потом обновы начали какие-то выходить, и она, кстати, обновляется игра, и сейчас она обновляется, вот недавно опять обновление было. И все, и такое ощущение, как будто они то ли редактор стали что-то портить в нем, блядь. Ну, как всегда, вот появился эксперт, вот было когда-то что-то нормально, он сейчас появился и начинает своими паклями, блядь, все ломать. Ну... Что-то как-то ты у тебя усложнено, все, пипец. Поставь персонал, делается в углу карты нужная зона. Перебор, прям, мне кажется. Мне элементарно просто надо проверку на парковку, что он приехал, и все. Так, ладно, давай еще раз попробуем. Так, высота приземлиться. Приземлился. Дальше проверка, опять же. Высота 50. Высота, допустим, 100 метров. Значение поменяем. Там, пускай будет 100 метров. Менее 100 метров. И объект в зоне. Надо будет сейчас триггер создать. Так и оставим. Текст. И вот здесь. А, сука, смотри. Удалился, типа, короче, не выбрал, не выбираешь значение, оно удаляется. Вот эта строка, которая была, да? Классно. Сейчас я подойду.
Классное занятие на сегодня. Так, все, поехали. Еще раз пробую то условие, которое я делал. Что за хрень? Короче, есть еще одна тема. Да, здесь. Она работает, но вам будет она непонятна. Эта система как в армии. Я-то еще пытаюсь просто понятнее объяснить, чтобы проще было создать людям, если захотят. Ну, давай, ладно, самый простой пока попробуем. Так, объект в зоне, значит, должен быть. И высота объекта. Над уровнем земли, допустим. Пускай будет 10 метров. Создается. Вот, значит, первая проверка идет, что игрок, допустим, приземлился на аэродром, ему игра советует. Не советует, а дает указание. Езжайте на парковку. Вот. Потом он приезжает на парковку в этот триггер, вот он. И здесь идет проверка, что объект типа в зоне этого триггера и высота его менее 10. Сейчас проверим, если эта хрень не сработает, тогда есть еще одна тема. Я раньше ее практиковал. 1-0-0. Волокно. Разрешаю руление на полосу 9. До парковки доеду. По сути, у меня сейчас самые простые условия. В них ничего сложного нету. То, что игра просто мозги чпокает, это уже другой момент, блин. По идее, она может спокойно проверить эту высоту менее 10 метров, потому что над землей у меня сейчас менее... Сколько вот у меня? Даже вот если прибор он не настроен до нуля, но тут 10 метров даже не будет. Ну. Так, сейчас надо будет направить. Все, вот парковка у меня сейчас будет слева. Я должен в зону заехать, и все. У меня, по идее, миссия должна завершиться. Это в лучшем случае. Но если он мозги не будет чпокать. То есть объект, вот я, типа. Можно попробовать чисто на самолет условия сделать, кстати. Не на группу, а на самолет. Тоже как вариант. Может попробовать, да. Ну, сейчас попробуем. Все, вот она завершилась. Все работает, но что надо? Не надо никакие базы ставить. Приземлился и все. Все, войдем в редактор. Не буду я тут способ показывать потом как-нибудь, потому что и так уже затянулось. Мы тут не занимаемся этими практиками, именно как лучше это супер-мега миссии делать. Наша задача сделать миссию, чтобы была рабочая. Все.
Так, проверку сделал я на уничтожение колонны. Все работает. Так, завершение миссии, значит, условия здесь. Возврат на базу. Так, группа разбита. Так, уничтожение колонны. Группа разбита. Объект в зоне. Вот, и скорость ниже. Нет, не скорость, а высота. Вот, высота над уровнем земли менее, чем... Пускай будет 50 метров. Все. Здесь даже проще условия. Здесь идет проверка на группу. Вот эту. Что она уничтожит. Потом идет проверка, что игрок в зоне. Вот. И объект высота. А если мы, допустим, попробуем самолет назвать. Самолета же имя есть. Имя группы. Вот. А можно обратиться, допустим, пилот. Тут пилот, а самолет сам никак не назвать, только через группу, да? Ну, тогда лучше не надо, это херня будет. Пилота вот можно назвать. Не, пускай группа будет. Так. ППМ. Нет, пролет точки пускай будет. Нет, ППМ. Сейчас. Еще раз проверю. Давай по углу поставим. Только такое, чтобы не опасное было для танков. Вот Авенджер он ни хера им не сделает. Угу. Ну, поехали. Сейчас опять ждем задание, чтобы выполнилось. И я приземлюсь на аэродром и попробую проверку эту. Миссия должна будет завершиться. Привет. Понятно, техника это то же самое, группа и солдат. Короче, здесь все упирается в группы, я понял. Видишь, а есть вот у некоторых редакторов и группа, и юнит, и машина. То есть можно обратиться к водителю, к самолету. Водитель, самолет и группа. 3. А здесь только получается группа. Иногда хочется обратиться просто к самолету, допустим, а не к группе. Ну, я так понимаю, если самолет без юнита, то он уже... Что такое? То он уже все, не самолет, а статический объект здесь в игре. Вот так. Что такое? Что происходит? Трекерами именно. Все, вот колонна разбита, возвращайтесь на базу.
183. Удаление 2-9. Давление 714,83. Посадочный 1-0. Занимайте высоту круга. Ну, я же говорю, здесь идет либо статический объект, либо если у объекта есть экипаж, то он будет все равно обращаться через группу, как будто чистая группа и все. Работа чисто через группу идет. Ладно. Знаешь, я не собираюсь заниматься вот этой херней. У нас все просто. Нам надо выполнить боевую задачу, вернуться и завершить миссию. Все. А вот эти эксперименты уже, спасибо, мне в армии хватило. Да и людям тоже вот это унылое не надо, да? Оно и так унылое становится, когда долго ковыряешься в этом. Наша задача сделать просто интересно, а не программистами стать здесь. Да, было дело, в армии 3 пытался я там какие-то команды, что-то не так как. Но это не арма 3. Аэродром. Кстати, там такая же схема работала в армии 3, как ты сейчас здесь мне говоришь. Попробуй так обмануть. То же самое, там только сидел и обманывал, все. То есть там нет вот конкретно, вот хочешь задачу, чтобы вот он дошел туда-то, сделал то-то, пошел, потом пошел туда-то. Херак в здание не зайдет, а дорога не проехать. И начинаешь думать, так, давай здесь его телепортнем, там сделаем вид, как будто он в здании появился, респанем другого. Вот так и работали, блядь. Прикольные времена были. Ну вот я так понимаю, здесь то же самый эффект. Да, такой, не знаю, попробуем. Я уже как только не заходил. Да лень, просто надо быстро условия проверить. Нет, ну, если так работает все программирование, нахрен тогда нужен редактор. Можно просто вон текстовик дать и набор команд, пускай делают. А то создают редактор, делают из этого по словам какие-либо там операции, в итоге оно будет работать все равно через программирование. Смысл тогда вот этого, да? Ну и где завершение опять? Да, он опять, прикинь, не завершает. Там завершает, здесь нет. В чем проблема? Класс.
Классно. Подожди, а он... Ах ты морда. Скорее всего, нам двоим надо быть в зоне, да? Вот чтоб такого говна не было, сейчас вот, который у меня происходит, надо второй самолет либо нахер убирать, либо уничтожать его, я не знаю. Я так понимаю, это он влияет на эту тему. Смотри. Здесь идет объект в зоне. Вот, у нас 1-1. Или это я все-таки на меня? Подожди. Вот 1-1. А, он... Ну, группа-то именно. Так у меня вообще 1-2. Условие стоит... Тут условие стоит на группу. Все, я понял, в чем причина. Все, я разобрался. Короче, прикол в том, то, что здесь стоит условие на 1-1. 1-1 это полностью наша группа. То есть это проверка именно всей группы, я так понимаю. А 1-1 это посмотреть, вот если так прикинуть. Вот, 1-1. Блять, что-то я уже запутался сам, блять. Это какой-то пипец. Ну да, 1-1. Группа же 1-1 называется. Пилот. Ну хотя нет, на пилота стоит 1-1. Ля-ля-ля-ля-ля. Да нет, на мой самолет вроде 1-1, там уже идет 1-2. Все правильно, не знаю, что он тогда мозги компенсирует. Ну и все. В смысле, обратись к объекту? Так я и так обратился же к объекту. Ну вот же он, ну. Объект в зоне, ну. К какому объекту? Вот объект 1-1 в базе. Ну. Вот он на базу. Ну. Кому тут еще обратиться-то? Группа разбита, вот условие было. Объект в зоне. Так, ребят, сейчас. Хватит мою кровь сосать уже. Делаю так, как делал. Попробую по-своему. Так, на возврат все это хрень. Иди нахер. Возврат на базу. Вот оставляю условия. Единственное, здесь сейчас... Ладно, создадим заново. Так, уничтожение колонны. Группа разбита. Текст.
Проверка, значит. Создать. Установить значение флаг, установить значение 1. Так, сейчас. Так, все, ставлю значение 1. Проверка, что группа разбивается. Затем создается значит, здесь проверка идет. Так, значение флага активация 1. Потом объясню, что это. И объект, так, получается, объект у нас находится так, объект в зоне базы и проверка на его. Сейчас. Создается подсказка. Так, Евгений, погоди, да, я сделаю. Ты меня маленько сбиваешь. Очень много вариантов. Да, я сначала свои варианты попробую, потом будешь свои предлагать. Спасибо. Я просто сбиваюсь, серьезно. Надо понять просто. Мне, когда мне обычно, когда начинает много советовать, я это не могу изучить. Мне надо свое сначала попробовать. Потом уже, если уже совсем у меня ничего не получится, то тогда я прислушаюсь к советам. А так бесполезно, я тебе говорю. Я такой человек. Упрямый, я понимаешь, упрямый. Пока я своего не добьюсь, если уже совсем до конца не получится, тогда уже буду спрашивать, помогите. Хотя, я думаю, мы добьемся результата. Так что при всем уважении, спасибо за все. Ну, тут я сам разгребусь сейчас. Так, возврат на базу. Тут, значит, надо попробовать через флаги сделать. Так, группа разбита, объект в зоне. Вот это не надо здесь. Здесь надо другую проверку. По флагу сделать. То есть создается флаг. Что такое флаг? Как и в Army 3 было слово, и, допустим, какое-то слово придумываешь. И это слово, ну, допустим, кодовое, чтобы понятнее было, кодовое слово. И активация по этому кодовому слову. То есть не вот эти условия, там, дистанция, либо жив, не жив, либо присутствует. Вот, есть, можно активацию сделать по кодовому слову. Вот, здесь это как флаг работает в этой игре. Вот, уничтожение колонны, как бы оповещение, здесь все, но при этом мы можем создать еще и кодовое слово, как проверку для этого события. Вот, создается флаг. Сейчас я...
Так, поехали. Меня маленько отвлекают, я еще из-за этого отвлекаюсь. Так, флаг. Значение флага. Нам надо сначала дать понять игре, что этот флаг есть. Где-то я тут набирал его. Здесь вот куча вот этого, список вот этого, который половина не работает. Да, блядь, где же я? Подожди, вот же я его находил. Блядь, опять сбился. Пиздец, вот этот список, это такое дерьмо здесь, оно такое неудобное, блядь. Вот мне нравилось в армии 3, там намного проще все как-то. Сам, блин, эти команды ищешь, а тут вот этот список, и хрен пойми, что где вообще. Так, true, вот он. Значение флага. Это мы когда его активируем, это типа правило. Это не надо, нам надо создать... А, я не здесь делаю, ребята, я поэтому... Это здесь мы активируем, вот здесь нам надо создать. Вот, то есть в действиях. В действиях создается флаг. Вот, устанавливаем значение. Флаг 1, значение 1. Флаг 1, значение 2 можешь ставить. Все, вот. То есть, вот, и вот это значение, возврат на базу, срабатывает здесь. Вот, здесь идет проверка. Флаг, значение флага должно быть равно 1 значению 1. Вот, либо активацию можно сделать, да, нет, ну у нас вот так, флаг 1, значение 1 равно. Вот. Ну, это, кстати, тоже еще пока, ну, вроде как работало, сейчас не знаю, может они это сломали тоже. Так, проверка идет, значение 1,1, все, потом объект в зоне и объект скорость ниже, нет, не скорость. Высота над уровнем земли менее, допустим, как будет 100 метров. Миссия не завершается. Миссия дает тебе понять. Не, ну можем завершить ее. Попробовать. Хотя нет, давай не будем ее завершать. Мы попробуем все-таки до парковки добраться. Так, все, это я закрываю. Надеюсь, она сохранится. Сейчас здесь, кстати, также можно создать. Сейчас. Вот сюда, вот так вот. Еще один триггер можно сделать маленький. Можно так вот и сделать. Обхватить просто эту территорию, все с парковками. Назвать, допустим, парковка. Все готово. Идем опять сюда. То ли оно работает один раз. Еще вот здесь же, видите, роль играет, наверное. По уничтожению, возврат на базу. Вот эти завершения миссии. Нет события, не надо. Здесь тоже нет события. Давай вот эти все уберем. Нет события. Все. Так, значение 1. Правила. И дальше создаем опять действие. Создаем текст игроку. Текст всем. Отличная работа. Поставил так.
Следуйте на парковку. Наверное, так. На стоянку, блять, парковку. Как правильно? Тут вот задержку можно делать. Секунды 10. Что за 10? Задержка, я так понимаю, это вот когда она срабатывает, 5 секунд проходит. Чего? У тебя все работало, у тебя при запуске скрипта стояло условие, которое блокировало триггеры. Какое? Так, ладно, подожди, сейчас эту схему сделаем, которую я сделаю. Я просто, видишь, сбиваюсь. Ты вот мне пишешь варианты, я начинаю мне свои варианты. В итоге у нас вот эта каша получается, как бы. Подожди, сейчас я свои варианты попробую, потом будет ясно все. Так, задержка 5 секунд пускай будет где-то. Все, дальше идет проверка. На парковку теперь. Здесь создается флаг тоже. Установить значение. Флаг 1, значение 2, допустим. И здесь условия правила. Значение флага равно 1, значение 2. Также условие, что игрок присутствует на парковке. Объект 1.1 в зоне парковки. Создаем завершение миссии. А вот как это проверить? Опять так же, блин, надо машину уничтожить. А то лететь опять, уничтожить колонну, а потом возвращаться и надеяться, что у нас работает. Так, завершить миссию. Победитель сторона красная. Задержка где-то через 5 секунд. Миссия выполнена. Все. Как-то так это все работает. Вот это и есть флаг. Флаг. А в игре оно называлось просто true или false. Здесь, кстати, тоже есть true, false. Истина, не истина. Тоже можно использовать такое значение. Ну и все. Ну так, может, я что-то как-то тоже помню. С одной миссией мучился, условия не работали. Но я попробовал, что за флаг. Так оно и работает. Сейчас осталось протестировать. И это сейчас завершение, если это сработает, на будущее можно его использовать и все. Чтобы потом не мучиться. Потому что основная задача это вот события на поле боя, да, то есть там что-то надо уничтожить. А возврат нам в основном задачу надо это сделать. Смотри, вот такой вопрос. Вот сейчас, да, я вот хочу тебе сейчас задать вопрос. Сам вот уже, чтобы сам не запутаться. Здесь как оно работает, вот это говно? То есть оно должно
вот это сработать, после этого это, или все-таки оно может, допустим, вот это сработало, а потом вот это сработать, без вот этих два, или оно должно по цепочке все это работать. Вот ты вот это знаешь? Вот эту тему, смотри. Просто если оно здесь все по цепочке должно работать, тогда это жопа, мы тогда провал не сможем сделать. Получается так, что ли? То есть может так, допустим, быть, вот оно вот это сработало, первая строка, а если условия какие-то другие сработали, то сработает не вторая, третья, а четвертая строка, но при этом, чтобы эти не срабатывали. Или оно, блядь, все по цепочке идет, чтобы дойти до последнего. Если без события, то... А, то есть события вот эти в роль играют, да? Вот за это спасибо. То есть вот эти события ты можешь что-то сделать не так, да? Порядок скриптов не важно. Все, я понял, Евгений. Спасибо большое. Короче, здесь надо копать. Просто я тебе говорю, если бы я был бы прям в чем-то не уверен, я бы, конечно, бы там... А я же помню, у меня миссии-то работали предыдущие, я то же самое создавал завершения, они все работали. Почему сейчас-то они мозги мне трахают? Ну, вот про это я имею в виду. Ну, а ты, видишь, мне пишешь эти варианты, блядь. Я думаю, зачем мне эти варианты, если вот этот вариант, он должен работать? Ну, оказывается, вот дело-то, видишь, в чем. Может, все-таки оно влияло? Ну, вот сейчас протестируем, посмотрим. Ну, флаги, вот, кстати, я хотел флаги показать. Вот. Здесь они понятнее, то есть не как в армии там true false. Здесь просто значение выставляешь. Вот выставил здесь в действиях флаг 1-2. Теперь вот этот 1-2, типа это ты код выставил 1 и 2. Если он где-то 1 и 2 сработает, ну, то здесь вот идет проверка в следующем триггере 1 и 2. То есть вот этот триггер сработает только тогда, когда произойдет вот это возврат на базу. Тогда уже вот это значение активирует следующий триггер парковка. Потом завершится. А, чтобы не проводились. Нет, тогда нахер эти события. Вот, ребята, учтите, кто будет изучать. События эти не трогайте. А то попадетесь так же, как и я сейчас. Понятно, значит. А я думал, эти события это как заголовки, чтобы тебе понятнее было. При старте миссии, при завершении. Оказывается, они как условия идут. Охренеть, да? Все. Ну вот. Ну давайте сейчас проверим. Я еще раз приземлюсь. Мне-то что? Чем больше я буду приземляться, тем у меня опыта больше будет в плане посадок. Ну ладно, давай попробуем. Что-то подожди.
Сейчас, подождите, тут еще одну тему проверю. Короче, все-таки надо true false использовать здесь. Получается так. Ну надо флаксность создать. Ну, допустим, в группе разбито создаем. Устанавливаем флаг. Так, флаг случайное значение. Установить значение 1. 1, вот. Здесь вот флаг выбирается. Сдается другой. Сейчас попробую одну тему. Так, ладно, давай протестируем, будет ли это работать. Или все-таки сделать как первоначальный вариант, где ты говоришь событиями, там косяк получился. Будут его убивать-то или нет? Все, они его убили. Отлично, колонна разбита, возвращайтесь на базу. Это очень важно сейчас понять этот принцип, чтобы потом уже уверенно брать и создавать миссию. Не просто миссию, а полноценную миссию. Понятное дело, что проще всего Escape нажать и все, я долетел до аэродрома, я красавчик. А интересно же, когда ты приземлишься, припаркуешь самолет сам. И когда тебе игра еще даст за это очки, кстати, да, надо сейчас посмотреть, как очки еще даются, это важно. А вы в курсе, что эти очки влияют на звания ваши и на медали в игре, в летной книжке? Если здесь устанавливать игроку очки при завершении миссии, даже в редакторе, он в игре может звание заработать. Да. Я вот в редакторе летаю, допустим, если я выполняю успешно миссии, они у меня в летную книгу засчитываются, поэтому я время зря не трачу.
Вот, но опять же, чтобы это засчиталось, что нужно для этого сделать? Миссию создать, это понятное дело. В миссии успешно все сделать, это понятное дело. И при этом в конце, чем важно вот это завершение? Просто некоторые думают, ты хуйней страдаешь. Нет, ребята, я вам объясняю, чем. Вот эти в конце, когда у вас появляется завершить миссию, оно у вас только появляется тогда, когда у вас срабатывает завершение в миссии. Вот вы нажимаете завершить миссию, и у вас статистика попадает вся, которая вот этой миссии, в летную книгу, имейте в виду. Вот если мы сейчас завершим, я вам покажу. Просто, может, некоторые не поняли еще всю эту суть. То есть ты, по идее, своего пилота можешь прокачать, если у тебя будет полноценная миссия. Не просто Escape нажимать, а именно прямо завершить эту миссию. Тогда у тебя будут полноценные очки, звания и медали даваться. Ну. То есть твоя миссия в редакторе, она будет как карьера в игре для тебя, по идее. Ты будешь пилота качать дальше. Ну. Чисто для себя. Почему бы и нет? Ну, кому как, конечно. Кому-то похер, лишь бы просто полетать. Я вот, допустим, любитель иногда и на статистику поиграть. Чисто для себя результаты свои посмотреть, чего я в чем-то достиг, да? А не просто сидел. Поначалу, да, ты как любитель играешь, а потом тебе уже хочется результаты какие-то. Как вот я помню, вот, даже вспомнить ту классическую игру Counter-Strike. Я начинал, тоже играли просто любители, а потом любили в топе побыть. Болели с этой темой ранг стат, там помню, водили, постоянно смотрели, какие места занимали, там все такое. Вот. А если ты тем более администратор на сервере, тебе, конечно, хочется, чтобы тебя видели в списке топов. Почему бы и нет? Не только там сидеть указкой, ага, негодяй, а при этом еще и показывать свой скилл. Почему бы и нет? Да? Да-да-да. Вот миссия у меня в этом битва за нефть. Я там хоть и страдал в некоторых миссиях, но там я долетывал, и там давали мне 100 очков. Если все нормально. Я нажимал после завершения уже миссии, когда сама миссия завершается, и еще ты нажимаешь завершить. Вот. Тебе дают сразу твою эту статистику уничтоженной техники, и медаль даже еще могут дать. Ну, кто смотрел стримы, тот видел 3 медали вот эти, которые сейчас у меня есть у пилота, они срабатывали только при успешном завершении миссии. Не просто Escape нажать и выйти, все, я колонну уничтожил, я крут, а именно прям завершить миссию. Конечно, это не от вас зависит только, но и от самого сценария. Вот к этому мы стремимся. Чтобы миссии были не зря пройдены. Работайте с посадкой. Сейчас опять, если ни хрена не завершится, тогда все, будем опять пробовать старую тему. Блин, у меня почему-то раньше можно было очки прописать. Сейчас эти, по-моему, убрали, что ли, разрабы. Либо опять поменяли что-то. Там нету этой функции очки за миссию дать. Почему-то. Хотя я помню, сам визуально видел эту тему, я ставил. И при завершении, допустим, того же полигона тебе давали 100 очков. Эти 100 очков тебе шли в твою летную книгу. Ну, то есть они там не в очках отображаются, а в уничтоженной технике, успешных посадках, даже катапультировании. Может так получиться, если у миссии не одна жизнь, а несколько самолетов ты можешь брать. Но при этом пилот у тебя катапультируется и выживает, да? Тебе засчитается твои посадки, твои вот эти крушения, но при этом как бы ты живой остался. Такая вот тема.
Вот здесь вот видите, сразу сработала херня это. Нет, это неправильно. Вот видите, здесь миссия, она не завершается успешно, по идее. Здесь идет рестарт. Почему рестарт? Потому что нету очков. Вот эти очки у тебя должны быть. Не вот эти очки. Это херня. Ты будешь получать вот эти очки, там хоть 500 танков уничтожь, у тебя только будут эти очки. В миссии должны быть вот эти очки. В полноценной миссии рабочей вот эти. Если здесь сотки не будет, ты здесь никогда миссию не завершишь. Вот когда здесь у тебя будет завершить миссию, тогда ты успешно прошел сценарий, у тебя все твои результаты, которые в игре, они у тебя пойдут в летную книгу, да. Ну вот это завершение, оно сработало, но херня это все равно. Это не то, чего я хочу. А у меня высота меньше 100 метров была, да? Ага, смотри. Подожди, а что так? Вот эту хуйню надо убрать, извиняюсь за мат. Здесь-то вот мы ее не удалили, поэтому он и завершил ее. Опа! Вот. Тогда все будет, наверное. Все будет так, как я захочу. Нет. Так, смотри, тут еще момент такой. Возврат на базу. Ну-ка, давай попробуем. Вот здесь очки дать игроку. Выполнить команду. Так, кабины. Так, выполнить. Так. Нет, ни хрена нету. Хотя, по идее, здесь очки должны еще даваться. Блять, как же я сделал-то тогда? Где же я нашел-то эту тему? Не могу сейчас ее найти. Так, закончить действие от лица игрока, задать уровень жизни юнита. Я даже сейчас не вижу этого. Либо они по-другому ее сделали, просто и все.
Нету этой штуки здесь, но... Она должна быть в действиях. Почему? Потому что есть название самого вот этого события, да, допустим, есть правила, которые выполняются, типа там техника либо разбита, либо тебя убили, либо ты на базу прилетел. Вот, а в действиях уже дается результат, так сказать. И вот этот результат, это и есть вот эти очки здесь как-то должны даваться. Раньше это было, сейчас нету. Да я смотрю, может, перевод какой-то дурацкий где-то. Может, глядишь, как-то найдешь что-нибудь. Хотя, ну, нету вообще даже похожего ничего. Всё что угодно, но только не то, что нужно. Но вот у них же, вот смотри, вот когда играешь в компанию, либо в миссию, у них же идет эта тема. То есть ты, допустим, 50 очков, хоп, тебе дали за что-то, да? Потом прилетел на базу, тебе еще полтинник добавили. В результат, получается. Так, сейчас я посмотрю в этом, в интернете обозначение. Может, там есть. Нашел? Давай колись. Где она? Тема эта. Где она находится? Куда они ее затолкали в этот раз? Уже не удивишь. Ну, как бы удивишь, конечно, другими словами. Чего? Назначить очки нельзя, на них можно только проверять. Как проверять? Не, погоди, основные очки-то есть. Основные очки откуда берутся-то? Может, здесь в настройках миссии в самой что-то есть? Нет, это сложность просто ведет. Ну вот эти компании, миссии, они все завершаются с помощью очков. Раньше, я тебе говорю, я мог это высветить, сейчас нет этого слова. Что они там начудили, не знаю.
подожди. Таких же надо. А как ты условия для этих очков сделаешь? Вот именно надо понять, откуда они начисляются. Игра, откуда она тебе их начислит? В этом вся суть. Надо же как-то игре дать знать об этом. Ну, вот я сейчас смотрю, может в ППМ-ках что-то есть. Ну, давай. В ППМ зайдем. Так, это активные задачи. ППМ действия добавить. Команду. Неуязвимость можно сделать. Неограниченное топливо. Так, ладно, пойдем проверим. Сначала мою, точнее, которую я сделал. Вот, еще один вот момент, да, вот надо его тоже изучать. Вот он раньше был, а сейчас я не знаю, куда они дели. Может, они реально какую-то пишут через скрипт теперь только эту тему. Так, ну, все, здесь я завершение убрал. Поехали. То же самое надо приземлиться на аэродром и посмотреть, чтобы завершение сработало не сразу, а когда я поеду на парковку. Ну а с очками я не знаю, как у них тут оно сейчас работает, эта система, да? Непонятно пока. Я помню хорошо, я ставил у себя в миссии эту тему. Потом это резко все куда-то пропало после обновления. Может, они прокупили эту фишку, что ты можешь в редакторе реально юнита качать своего. И убрали, прикинь. Блять, ну... А как в редакторе выставить? Может, тебе эти 100 очков дадут, я не знаю, за то, что ты плюнул вот отсюда. Не знаю. Может, за самолет какой-то конкретный. Может... То есть должно в каждой задаче быть какой-то бонус для игрока. Как плюс, так и минус. Рейтинг это называется. Внутриигровой рейтинг. Он здесь есть. Этот рейтинг и дает тебе основную, так сказать, статистику в этой игре. Но даже если ты сохранишь миссию и попробуешь играть не через редактор, как игра узнает, в каких конкретно случаях тебе дать этот рейтинг? В игре два рейтинга. Вот этот очки, это рейтинг, который за убийство. Ну, либо там, я не знаю, до ППМ-ки. Ну, в основном очки вот эти идут за уничтожение. А вот это результат, это основной рейтинг в игре. И вот, по идее, если ты играешь в кампанию или миссию, в миссию, допустим. Ну, может, скорее всего, в кампании можно этот рейтинг только делать. Как вариант, да? Слушай, а мы же играли только в кампании, получается. И там с рейтингом этим завершение идет. Но опять же, а как вот они? Там вот 50 очков. Вот в битве за нефть мы играли. За разведку 50 очков дают. Потом в компании Реванш там вообще за поддержку своим и за возврат на базу дают. Короче, я говорю, тут как-то вот что-то тут есть еще какая-то муть. Че, они все... Или она не сработала?
Или сработало. Так, ладно, я иду на аэродром. Ну ладно, нам это не проблема. Мне-то пофиг, я не парюсь насчет этого. Мне главное, чтобы миссия моя работала. Чтоб в дальнейшем я мог еще что-то сделать. Ну, а с очками, я не знаю. Я просто вам говорю, чтобы вы имели в виду, что здесь такая есть тема. Есть очки, которые даются за бои, за уничтожение техники, а есть результат общий. Вот. И если в миссии, допустим, установлена система не уничтожения техники, а пролет, ты можешь здесь хоть всех уничтожить, тебе дойдут вот эти очки. А результата 0. И при этом миссия не будет пройдена. То есть основная задача считается в результат, в основную. Ну а мы сейчас посмотрим основную задачу через ПП. Может там что-то ставится. Через события надо глянуть тоже. Второму. Возврат на базу. Ставок. Сотый. Возврат. 1-0-0. Ставок. Следуйте курсом 2-2-9. Удаление 3. Давление 7-1-4,83. Посадочный 1-0. Занимайте высоту круга. Работайте с посадкой. Это первоначальный триггер должен сработать, когда ты на старте играть начинаешь. Блять, он меня отвлек. Пиздец. Он меня отвлек, этот дебильная хрень, блять. Вот вылезла, блин. Я уже почти приземлился. Короче, вот эта хрень срабатывает, она в начале, вот, которая сейчас работала. Вот это, привет. Ее можно вообще удалить, чтобы она не отвлекала. Блин, так нормально все было, я уже почти протестировал. Мне тут вылезло это дерьмо, надо было убрать его изначально.
Я сегодня закончу, нет, тестирование в своей любимой миссии. Это вот прикинь, если бы мне надо было колонну вот все вот эти разы, сколько я сейчас рестарте уничтожать. Поэтому это вот эти тесты проводить. Вот. Вот эта фигня появилась. Отлично, колонна разбита. Типа. Вот эти тесты, они в армии также проводились. Сначала проводятся такие тесты, потом уже полноценные, чтобы не терять время зря. А так будешь летать только на это, уничтожать колонну по 20 раз и на базу возвращаться. А на базу прилетишь, а у тебя что-нибудь не сработает. Зачем оно надо, да? Ну здесь не так вот, допустим, не сделаешь. Как в армии 3. Там все равно схитрить можно было. Следуйте курсом 1, Время ускорить. удаление 3-5. Давление 7-1. Там же в основном на земле все делаешь. В воздухе это не так. Занимайте высоту круга. Все равно здесь приземляться мне приходится по 500 раз, блин. Ладно, сейчас я посажу. Мне надо проверить, что я на парковку приеду, и миссия завершится. А мне наоборот нравится груженный самолет садить. Мне не нравится пустой. Я любитель, вот, допустим, что у меня эти пилоны, и мне нравится вот с ним приземляться. Для меня он более как-то управляемый, что ли. Ну, когда мне надо его посадить. То есть этот вес, вот если он равномерно распределен, то он мне наоборот пользу дает. Тут у нас и эта речка идет, и за речкой уже можно и уходить. Так, степь. Ага, степь сейчас пролетаю, потом 2 озера пойдут. После 2 озер пойдет речка небольшая. И вот за речкой можно уже идти влево, и там аэродром будет. Вон они, озера. За озерами вон речка идет. Скорость 750 будет сейчас. До 700 он падает. Угу. Так, вот речка, сейчас сюда, за речкой налево, и будет база. Маленько не долетел. Надо было еще дальше пролететь. 1-0-0. Работайте с посадкой.
Сейчас опять эта надпись работает. Сука, главное не отвлечься на нее. Я просто не ожидал, я думал опять не сработает тогда. Вот она, отличная работа, следуйте на стоянку. Сработало. Сильно опять. Все равно удар сильный. Вот когда вес у самолета, конечно, его надо прям постараться нежно посадить. Он как камень, блядь, вниз летит. Ну, я стараюсь скорость все равно держать. Так, парашюты. Все, игра сказала, типа, на парковку. Сейчас будем тестировать парковку. Заруливайте на стоянку. Все, миссия выполнена. Видите, нету очков вообще. Даже если бы они были, мне бы их сюда бы не дали в результаты. Вот в чем фишка. Все, миссия работает. По флагам работает она. True, false. Вся такая же система, как в Army 3, блядь, по идее. Только не кодовое слово, а по значениям выставляешь все. У меня тормоза на W. Вот, но помимо тормозов ты еще смотришь скорость и полосу, длину. Ну, бывает тут на Су-25 Граче, допустим, достаточно тормозов. На Тэшке нет, там всегда парашют приходится использовать, еще П нажимать. Но парашют выпускается при скорости 200 километров, не больше. Вот. Также парашют можно случайно выпустить в полете. У меня, кстати, были такие моменты. Кнопку случайно нажимаешь, он у тебя в полете выпускается. Но он у тебя просто вырывается и все, нет у тебя его. Потом при посадке садишься сам без него. Но вот грач он тяжелый. О, нет, точнее у меня сейчас он был тяжелый грач, потому что я был с баками, во-первых, с вооружением. И он тормозит плохо, когда тяжелый. Поэтому приходится использовать парашюты. А так, если он налегке, ему достаточно он тормоз нажать и все. Су-25Т вообще без разницы, что он легкий, что он с пилоном, ему вообще похер, у него тормоза говно. Здесь выглядит, у меня такое ощущение, как будто у него вообще их нету. И просто бывало, вот на полосу закатываешься и едешь, тормоза жмешь, он ни хера не тормозит, просто уже в город уехал. Сколько раз такое был, если где-нибудь аэродром рядом с городом. Держать надо, получается, ну конечно, да. Ты же прям зажимаешь. А рывками как? Здесь надо прям зажимать. Да. Ну, желательно бы, конечно, если скорость не падает, уже пол полосы проехала, скорость не падает, то лучше использовать парашют. Ну да. При самой посадке, когда по полосы коснулся, да. Как коснулся, сразу тормоз жму. А без тормозов он, ну как-то. Не будешь тормозить, он у тебя уедет. Он сам не тормозит самолет. Это то же самое почти как с горки ехать. Только самолет, он прямо здесь. Ну, такое ощущение, как будто с горки качается. Он не тормозит. Он у тебя проедет дальше. И все. Он сам не остановится. Но у меня на П кнопку. Это Z русская. Парашют работает. Но он у тебя, говорю, выпустится только тогда, когда у тебя скорость будет 200. Не больше. Где-то на 200 надо поймать этот момент и выпускать. Вот. А если тебя подбили, бывает, по хвосту тебя зарядят, тебе могут повредить эту систему. У тебя даже может парашют не сработать. У меня такое было.
Так, здесь, значит, я убираю вот эту тему. Вот, и осталось только поправить, да, уничтожение колонны, флаг 1-1. Вот, а здесь вот, здесь активируется, и в то же время значение убирается. Дальше идет проверка. Создаю другой флаг. Значение, допустим, 2. Еще раз прогуляюсь. Блин, вот вырубился трекер. Так, ну, игрок появляется на базе, объект в зоне. Текст срабатывает в начале игры. Привет, летчик, срочно вылетайте и уничтожьте колонну противника. Где-то через задержка через секунды 4. А вот это сколько она будет висеть, табличка? Ну, давай сделаем где-то 20 секунд. 30 даже пускай. Вот, и задержка, где-то вот ты респанулся, через 5 секунд сработает это сообщение. Дальше идет проверка на уничтожение колонны. То есть колонна уничтожается. Тебе здесь игра подсказывает. Кстати, тоже задержку надо делать где-то 5 секунд. Вот, и устанавливается значение для флага. Ну, здесь он называется флаг. Блять, я не знаю, как объяснить это вот правильно, как это обозначить. Ну, оно как работает, как кодовое слово. Вот ты придумал кодовое слово, и потом где-то тебе надо его произнести, и дверь открылась. Также и это. Вот, флаг это как кодовое слово. Вот мы создаем кодовое слово под цифрой 1. Кодовое слово 1, допустим. Все. Теперь это кодовое слово где-то надо активировать. Ну, активируется она в следующем правиле. Вот. Чтобы проверить, допустим, что ты колонну уничтожил, и можно уже самолет приземлять. А не так, что ты прибыл на базу, колонну не уничтожить, а миссия завершается. Вот. А для этого это делать. Вот оно, кодовое слово, значение 1. При возврате на базе значение флага true. Вот, истина. Это типа ты только даешь знать, что да. Типа активируешь вот этот флаг. Тот, который ты создал здесь. Вот ты его здесь активируешь в правило. Нет. Получается, здесь ты создаешь его, а здесь ты как условие, что он создан, проверяет, что оно активировалось. И дополнительное условие добавляет, что я нахожусь на базе, прилетел в триггер, и моя высота меньше 100 метров. Что происходит в действиях? В действиях идет подсказка, отличная работа, следуйте на стоянку. Задержка, допустим, 2 секунды пускай будет. Нет, подожди, 100, высота 100, это значит, что он еще не остановил самолет. Давай рассчитаем время, где-то 15 секунд. И табличка будет где-то секунд 20. А почему вот эти секунды 20? Это чтобы не появилась табличка и исчезла сразу. То есть вот как я вот сейчас летел, блядь, с вами разговариваю, а сам хоп, и уже таблички нет. Вот, чтобы она работала дольше. Так, и тут устанавливается значение, уже следующая проверка идет. Создается еще другое кодовое слово, уже 2. Вот, и это 2 уже проверяет, чтобы игрок был в зоне парковки. И вот условие. Вот он, кодовое слово 2. Короче, это как вот, чтобы цикл создать.
вот с этими событиями. Вот этот флаг используется. Кстати, это очень удобно. Не надо там вот это искать вот эти такие события, там уничтожить, доехать, долететь. Просто значение вот это через него активируешь, и все. Ну и все вроде как. Ну а провал тоже вот хрен его знает, как она. Это уже другая история, блять. Там тоже может не сработать. Часть группы в зоне. Я вот искал любая техника в зоне. Смотрите, здесь можно такую штуку провернуть. У каждой машины есть свое имя. Имя водителя, да? Вот, допустим, Ground 4.1. Это первый водитель. 4.2, 4.3. И того у нас их получается по последней машине 4.8. Начиная с 4.1 до 4.8. Знаешь, здесь можно провернуть такое условие. Не часть группы. Юнит. Смотрите, как можно сделать. Ну, объект в зоне. Или проще вот так это делать. Создаешь, сколько у нас там? 8 водителей, да? Клон делаем на 8. И между ними или. Все, а здесь выставляем. Так, ну, во-первых, финиш колонна. Надо было им сразу выставить. На часть группы, я думаю, это бесполезная тема. Все, здесь выставляем теперь водителей. Вот они пошли. 4.1. 4.2. Можно вот так вот сделать, чтобы вот херню не заниматься опять, вот, чтобы не забыть. Вот, все, вот я правильно здесь обозначил. Финиш колонны. Триггер. Объект в зоне. И нужную группу нашел с 4.1. Все, а теперь просто клоны делаю. Еще раз. Готовых уже. 4. Все. Здесь вот. Сейчас просто там поменяем цифры. Четыре, 2. 4-3. Так, далее до 8 машины. Я просто вот что хочу сказать, и когда в эту игру зашел, я не изучал здесь редактор в ней. Я просто посмотрел, что к чему. Основные моменты сразу они мне показались, как в армии. Вот, а другие, ну, они работали, все нормально было, но потом вдруг после обновления оно вроде как перестало работать. Почему, не знаю, что за бред. Так, имя провал, ага. Вот, значит, какое условие? У нас есть триггер, финиш колонна. У нас есть у колоды задание двигаться в эту точку. Неважно, даже если там кто-то из них, ну, даже если у них главная машина будет уничтожена, здесь вот в игре так сделано, они все равно перегруппировываются и следуют в ППМ. Потому что ППМ это идет для группы, а не для именно первой машины, которая ведет эту колонну. Вот поэтому даже если я уничтожаю большую часть колонны и остается там, допустим, грузовичок один, и у меня заканчивается боекомплект, и то миссия может провалиться. Этот грузовичок доезжает сюда в триггер,
Вот сюда финиш колонна, у них здесь ППМ. И здесь идет провал. Вот, и игра начинает проверять, какой из этих машин водителей присутствует сейчас на данный момент в триггере. Да, может так получиться 2 машины туда заедут, 3 машины, но они же не поедут одновременно в триггер, они поедут колонной. И все равно логически получается, первая машина проверится здесь какая-нибудь. И все, что происходит? Идет текст на экран, миссия провалена, вы не сумели уничтожить всю колонну. Да, здесь надо где-то секунд 10 дать. И 30 секунд на переварении, так сказать, чтобы... Да, провал, чтобы ты осознал, а то табличка исчезнет. Ну и все, миссия завершается вот в пользу синих. Вот теперь могу точно сказать, что мы миссию сделали, полную миссию. Бля, я, конечно, ожидал, что я сегодня 2 миссии сделаю, но... Видите, пришлось к флагам перейти. Стандартная почему-то у меня не работала. Как-то так. Музыка добавляется тоже легко. Если хотите, можем добавить. Нам надо найти папку миссии. Музыку, озвучку. Да, можно добавить. Сейчас покажу. Для этого нам надо понять, где у нас миссия находится. Так. В смысле, я же ее сохранял. Так, у меня папка миссии находится в моем юсере, блять. Save Games, DKS, Missions. Вот, ищем эту папку. Через Total Commander можете поискать, если у вас где-то далеко. Все, я нашел эту папку New Mission. Здесь формат файла Mission, формат MIS какой-то, не знаю я. Этот формат, но это, я так понимаю, который игра читает. Вот, теперь что мне нужно сделать? Да, ты прав, музыку в MP3 загружать нельзя, надо обязательно ее переделать в формат OGG. У нас есть такая утилита в группе ВК, или вообще можно найти в этом в интернете онлайн конвертир, как-то называется эти, там конвертировать MP3 в OGG. Так, музыка где-то у меня была, сейчас я... Ну, допустим, музыку. Так, у меня программа это... Я ее сам уже 100 лет не запускал. Сейчас я ее в формат сделаю. Файл надо назвать как-нибудь, чтобы игра могла его прочитать, желательно латинскими буквами. Допустим, музон пускай будет. У меня программа с ARMY 3, вот эти программы, которые конвертируют всю эту тему. Только там файлы создаются, допустим, если миссии, то в ПБО, здесь файл уже не ПБО. Так, все, музыка готова. Сейчас мы ее попробуем открыть в игре. Ну, допустим, в начале. Здесь вот где привет, игрок. Можно еще клонировать. Нет, вот это клонируем сразу. Ой, не здесь. Вот здесь. Оп. И назовем, допустим,
Музыка. Вот. Объект в зоне то же самое. Условия только. Здесь не текст уже делаем, а музыку ищем. Вот, звук это называется в игре. Звук всем. Пускай даже и эти синяя сторона послушает, им тоже полезно. Так, смотри, сейчас я посмотрю, сколько там задержка. Здесь задержка 5 секунд, у музыки сделаем задержку. Ну, пускай будет 15 секунд. Файл. Вот он, видите, музон ОГГ. Окей. Можно даже проиграть. Блин, а где тут это звук? Нет, не получится. В игре можно звук, по-моему, регулировать. Можно самим звук убавить. Так, давайте тогда вот так вот сделаем. Нажмем стоп. Удалим этот процесс. И попробуем музыку открыть и сделать потише файл. Да, он ее проигрывает по максимуму. Правильно Евгений написал. Сейчас в эту папку надо идти. Что какую-то херню? Нет, не херню. Просто вот в моих документах ДКСа нет. Самое что забавно. Вот он находится, получается, на диске Windows в пользователях. Заходишь в Users и сохраненные игры. Вот, и вот здесь он сохраняет. Но это у меня, не знаю, у кого, может, по-другому. Сейчас попробую сделать потише. На 10-очку. Ну-ка. Ну ладно, пускай так вот. Такая громкость будет. Также ты можешь сюда озвучку добавлять. Голоса, радиопереговоры. Вообще без разницы. Только здесь не будет эта схема работать, как в играх, где там рот открывается. Просто будет как музыка, но вместо музыки можно там добавить первый, это второй, нас атакуют, там что-нибудь такое, да? Все, я снова загружаю файл. Тоже потише, да, играет? Все, музыка есть. Сохраняем. И вперед. Проверяем начало миссии. Я себя даже уберу, чтобы видно было, потому что оно в правом углу все. Она сильно тихо играет. Она играет, но она очень тихо играет, поэтому звук лучше. Это другая уже музыка. Это уже музыка в игре.
тоже, кстати, классная музыка. Блин, вот я ее от звук убрал. В смысле, она у них тут и в редакторе музыка играет, прикольно. Счастье-то какое, я что танцевать захотел. Блять, как ее теперь вырубить? Я думал, эта музыка влияет на ту музыку. Ну что, надо нормальную громкость добавить. В игре не слышно. Поэтому была нормальная громкость, оказывается. А почему-то она в редакторе тихо играет, да? Сейчас заново файл надо будет. Так, где, куда я его дел-то? Ну, короче, такие вот пляски будут. Музыку настраивать, конечно, потом будет счастье, да, музыка будет играть. Я же уже добавлял песню Грачи. У меня играла в одной миссии. Сейчас другой файл сделаю. Так, звук всем. Задержка. Ну, пускай будет 10 секунд. В этот раз поменьше сделаю. Я даже помню, заморочился, говорю, озвучку добавил даже. Было дело. Музыка играет. Ну чё? Чё у меня там за полный пипец? Блин, ну с такой снарягой летать, конечно. Давай, ладно. Хоть полетом завершим. Сегодня только редактором занимаюсь. Пошли. Так, мне надо как-то его вывести так, чтобы он не разбился. Мне он нужен. Тяжелые мы. Нам маневрировать тяжело будет. Эти все-таки баки, они очень хороший вес добавляют. Вон, видали горючки сколько. В горы летим, в горы.
Картинки добавлять здесь можно. Кстати, формат, не знаю, не изучал. Но я думаю, здесь, скорее всего, картинки даже JPG, этот формат, да, который распространенный. Я думаю, его здесь тоже можно использовать. Здесь главное понять вот эти условия выполнения миссии, завершения. Все. Остальное уже там херня, это дополнение, так сказать. Главное старт изучить, что при старте можно сделать. Какие задачи здесь можно вообще выполнять в миссии, помимо уничтожения колонны. Может, тут можно, я не знаю, пехоту на крыше убить, снайпера снять с пушки. Вот. Тоже, но опять же, да, это можно сделать, но это надо понимать, как проверить. Люди, когда задаются вопросом, вот я хочу это, я хочу то, да, в игре-то оно все есть это. Но как процесс этот же надо организовать. Одно дело, допустим, поставить задачу, там, дерево сломать. А как проверить в игре, чтобы это дерево сломалось, чтобы дальше, допустим, завершить твою миссию? Вот, то есть вот такие моменты надо знать, что здесь можно вообще проверить. Потому что, я понимаю, у нас фантазия у всех обширная. Допустим, вот эти объекты, которые здесь на земле, дерево, ты к нему напрямую не обратишься. Там не будет вот это выделение этого объекта дерева. То есть ты уже не сможешь его уничтожить. Но ты можешь рядом поставить другой объект, который будет уничтожаться. И сделать его маленьким каким-нибудь, чтобы его не было видно, и все. И недоступным для игрока. И все, в итоге игрок стреляет, допустим, по этому дереву. В итоге этот объект, да, чтобы этот объект легко поражался. Как дерево, да. Вот, и все. И вот тебе задача выполнена. То есть такая фишка. Так и в Army 3 делалось. Объясню, какие были моменты вот в Army 3. Допустим, для диверсанта надо было уничтожить там ящики с боеприпасами. Вот. При этом ящики использовались, допустим, чисто декор, ну как бы эти, как текстурка. Вот. И она не уничтожалась нормально. В эти ящики клались предметы. Прям в саму текстуру ящика. Какая-нибудь, не знаю, стакан, чашка, кружка, вилка, я не знаю, что там, какие объекты, банка, бутылка, блядь, в игре, которые реально уничтожаются. Но она, конечно, проверялась, уничтожается ли она или нет. И все, и потом, если взрывчатка рядом взрывается с этими ящиками, то срабатывает действие, ящики просто типа сами уничтожаются. Ну, как будто ты их уничтожил. Они сами уничтожаются. Вот. Но главное, чтобы вот эта баночка была уничтожена в этих ящиках. Вот она уничтожается, а потом ящики сами по себе загораются, разрушаются. И прописываешь выполнение задач. Вот так вот это делается. Просто некоторые думают, что если редактор, то тут можно сделать все. Нет. Все ты здесь не сделаешь. Обмануть только можешь. Некоторые моменты, которые, допустим, не делаются. Вот Евгений писал здесь некоторые моменты. Вот он тоже уже знает, что к чему. Вот. Ну, я ДКС пока не обманываю. Я тут только основы изучаю с вами. Все. Что, мы потеряли его? Смотри, он сейчас в скалу летит. Только не влетай. Попробуем его в ущелье вот здесь вот так, чтобы он у нас между горами шел. Блин, тут тяжеловато, конечно. Миссия сложная. Тут помимо как самому долететь, надо еще вон товарища протянуть до туда. Видите, все ниже и ниже летит над горами. Он скоро их начнет задевать. При том, что это ас. Это максимальный скилл бота считается в игре. Ветеран, потом ас идет максимум сам. Если, допустим, аса поставить в воздушный бой против тебя, ты охренеешь с ним драться.
Они вот, хорошо ведут бой, но при этом я заметил, летают они хреново в скалах, в горах. Блять, как бы мне туда повернуть-то налево? Надо было здесь поворачивать. Вот сейчас, если я резкий поворот возьму влево, мы в скалу влетим. Но я-то пролечу, а он влетит. Сейчас пробуем вот сюда влево уйти. Сюда сейчас влево. А, ну тут и так влево идет. Че надо влево уйти? Мне нужен второй самолет. Мне надо его сохранить, потому что без его вооружения я один не вывезу колонну. Мы сможем обмануть? Там скалы нет. Короче, вот тут это... Вот эти самые места такие скалистые, горные. Нет, только не таранить, пожалуйста. Во, сейчас влетит, смотри. Смотри, его куда-то тянет в бок. Что с ним происходит? Его ветром сдувает, что ли, или что? Как это так происходит? Как он так делает? Не, ну я понимаю, самолет может вот так делать, вот так. Но не так же. Так только лодка делает уже. Что это за фишка такая? Так, ну что, вроде мы справились с высокими скалами. Все, заходим на противника. Значит, противник, колонна состоит из 8 единиц техники. Первая единица, которая колонну тащит за собой, это Брэдли. Да, колонна натовская. За Брэдли у нас вроде как движется Абрамс. После Абрамса у нас идет 2 ПВО. Это Авенджер, Хаммер с ракетницей. ЗРК Avenger. Только радара у него, конечно, нету, но по сути это тот же Стингер, только несколько пусков за раз делает. Вот, так, какие еще дальше у нас? 2 машины грузовые. А, нет, подожди, после Авенджера Вулкан у нас есть. ЗСУ Вулкан его правильно называть. ЗСУ Вулкан. Это что-то типа шилки, только американская. И стреляет она не как шилка, а у нее этот стрелок сидит, как у М113 тоже. Только шестиствольный пулемет, он вращается и нормально, короче, срезает. Вот. После него идет 2 грузовика обычных снабжения. Ну и в конце у нас замыкает строй колонна. Это Страйкер с пулеметом М2, если я не ошибаюсь. Короче, вся техника, которую я перечислил, кроме грузовиков, имеет опасность. Она может по нам стрелять. Значит, в приоритете, конечно, уничтожить ПВО. Желательно бы сначала ракетницу захерачить, потом вулкан. Так, пойдем на опережение. Интересно, конечно. Интересно у них тут. Смотри, смотри, что делают. Вот он с аэродрома взлетал за мной. Я пока высоту набирал, он уже был вверху. Сейчас вот вместо того, чтобы наоборот высоту набирать со мной, здесь скалы эти обманывать, он летит вниз. Зато самое забавное,
что если я сейчас включу фары, он их тоже включит. То есть получается, высоту мою он не соблюдает, но он соблюдает скорость. И следит за мной, если я фары включу. Классно вообще. Да, я тут еще изучаю поведение ботов. Работает он в основном ракетами хорошо, только управляемыми. Хотя игроку сложнее здесь на нем работать. А ботовым покером он хорошо ими управляет. Бомбы может использовать, нары через жопу. Сразу говорю. Бомбы, да. Бомбы в основном управляемые ракеты. Бомбы желательно ему, конечно, давать какие-то маленькие 250-е. Ну и ракеты управляемые, все. Пока это все, что я могу им доверить ботам. Неважно, кто он там, ас, ветеран. Ну еще можно воздух-воздух, конечно, использовать, если есть цели. Так, ладно, готовимся. Да, есть ускоренное время. Угу. А теперь, если есть, то надо теперь подумать, где это принять. Только если колонна едет, допустим, ускорить ее. Но если ты самолет ускоришь, ты разобьешься, я думаю. Бота, если только на самолете ускорить. Ну-ка, этот... Ладно, сейчас я не буду нажимать. Спасибо, но нажимать не буду, а то мы сейчас испортим все тут. Понял, значит есть. Я считаю, ускоренное время надо, либо если ты не играешь, просто хочешь посмотреть бой, как пройдет, либо там, либо бот на самолете, как он долетит до места, ускорить можно. Вертолеты ускорять полезно было бы, да? Ну, общее время игры, ну. Нет, подожди. Ты имеешь в виду, прям и техника будет быстро перемещаться, или только время суток меняться? Тоже важно. Какое время именно увеличивается? Может, у меня потемнеет быстро и все. Короче, общее время игры, это имеется в виду, полностью ускоряется, и это смена суток, и и техника быстро перемещается. Так, что он там за мной летит? Отлично. Готовимся. Все ускоряется. Ну, хорошо, ладно, буду знать. Я думаю, это нам пригодится в будущем, если нам надо кое-что проверить будет моментами. Ctrl-Z, Shift-Z. Ну, запомнить не запомню, я буду знать, значит, что можно это найти. Атакуй цели по возможности.
Разговаривать звук выруб. Надо баки убирать нахрен. Они не дают разогнаться нормально. Тяжелый. Маневрировать не получается нифига. Какая-то анёба, блядь, летаешь. Чем мы поразили, чем? Нет. Повредили тут. И гидрач выбили, гады. Мог бы поджечь вообще. Второму. Атакуй ПВО. О, Авенджер ликвидирован, это хорошо. Так, и что мы имеем? Мы еще имеем кучу целую. Так, Брэдли живой. О, вулкан живой. Блин, надо вулкан как-то выбить. Было бы хорошо, если бы второй бы это сделал. А я танки бы потом. И гидрача, все, у меня уже совсем его мало. Пипец. Вот они, шкалы вот эти. Они должны быть по максимуму, они уже меньше половины. Так что скоро будем это по ветру летать. Как парусник по воде. Крен уже плохо работает. Так, где вулкан спрятался? Слева в траве. Атакуй цели по возможности. Вулкан уничтожен.
Я также. Управляемый, буду сейчас пробовать. Я-то? Так а там не видно вулкана. Я просто примерно на подавление выстрелил и попал по нему. Мне прилетело, когда я уходил с цели. Но я все равно смог ракету отбить. Она взорвалась просто у меня рядом с самолетом. Я получил повреждение. По кому? Абрамс он поразил. Так, ну Брэдли надо теперь нам. Давай еще тебе дадим цель, раз ты такой шустрый. Атакуй цели по возможности. Все, пипец моему крену. Давай второй, добивай. Атакуй цели по возможности. Добивай их, все, там 2 машины осталось. Здесь тоже нормально другой. Крен у меня умирает. Точнее, он у меня уже умер. Но надо выполнить задачу. В этот раз. Все, самолет теряет управление. Ну-ка, давай-ка. Давай. И педалькой пробую выровнять. Крем мертвый. Второй, давай, блин, мочи гадов. Крен мертвый, педали выравнивай. Давай, добивай еще одного. Возврат на базу. Еще даже резерв не сжег.
Две шкалы мертвые вообще. Второй, давай, работай, атакуй. Второму. Атакуй цели по возможности. Давай еще одну забери. И красавчик будешь. Поэтому тут одному делать не хрен. Надо, чтобы второй самолет тебя прикрывал. Давай, 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 на возврат. Тут, короче, фишка в том, главное скорость сейчас не потерять. Почему? Потому что меня закрутит. Педали работаю. Что ты? Молодец. Все. Задача выполнена. Возвращаемся на базу. Давай, давай, назад за мной. Я как смогу, столько возьму. В смысле, а как? А как так получилось? Он так подумал, слушай, да ну нахер лететь сейчас столько, я лучше так завершу. Нет, так не надо. Придется так немного сделать. Я хоть правильно лечу-то? Да, правильно лечу. Скорость большая. Вытягиваем. Что там, все вообще пипец. Вот та-то еще живая шкала. Тангаж. Крен у меня, видите, в ноль ушел, я так понял. Вот. Две колонки нулевые. Давай. Блять, 100 километров впилить почти. Главное победить высотки. Рука-то все равно маленькая. Это я-то сильно не хочу как бы джойстик-то напрягать. Не знаю, допилю, не допилю. Попробуем. Горючки есть, еще нормально. Сейчас надо ту скалу облететь. Я чуть правее взял, она высокая. Сколько моих целей? 4 я уничтожил. 4 он. Я не знаю, почему он разбился. Не знаю вообще, что к чему. Его никто не мог сбить, потому что он там никого не было уже, все. Я думаю, он не справился с управлением, когда уходил из атаки. Видать, перестарался с управляемой ракетой. Даже бот, прикинь, может перестараться. Офигеть. При том, что это ас в игре.
Так еще как бы он более-менее еще, но с нагрузкой прям сильно-сильно его наклонять приходится, чтобы выровнять. Это хорошо, у меня двигатели целые. Сейчас, конечно, с двигателями было сложнее бы лететь. Сейчас бы еще бы он перевешивал бы у меня. Двигатели баланс все равно дают, что он более-менее ровно себе самолет держит. Вот. Ну а по поводу крена, то да. Я, по-моему, еще слева подбитое крыло, что ли, его влево маленько тянет. Ну, задачу мы свою боевую выполнили. Мы не позволили колонне добраться до места назначения. Мы ее уничтожили. Колонна это была не простых ребят, а все-таки иностранная армия. Ты чё, грач бы вообще в герои бы попал, да? Героем бы стал, если бы он уничтожил полностью натовскую колонну, состоящую, блядь, из Брэдли, Абрамсов, плюс ПВО, эти из разных типов ЗРК, эти ЗРКшные всякие, ЗСУшные. Было бы, конечно, эпично еще бы вернуться на базу. Я пересек горы. Так, мы сейчас наносили удары, получается, это территория Грузии была. Сейчас я залетел в Владикавказ. Скорость у тебя большая, конечно, легкий, потому что аэродром вижу визуально. Сейчас надо на него прицелиться. Тут сейчас надо со скоростью угадать, чтобы она только терялась во время приземления, а не когда буду настраивать, блять. Главное не завалиться.
Что могу сказать? Моя любимая посадка. Двигатели глушим, электрику глушим. А у меня все отказало, у меня ни закрылки не работают. У меня даже шасси не открывается. Ремонт. Принял. Только так. Там горю немного. Чуть-чуть. Вообще маленькое. А если бы сейчас был бы с баллонами сзади, на крыльях точнее, включенный двигатель, электрика или еще что-то, я бы сейчас бы взорвался. Я вырубил все нахрен и сбросил. Обдув козырька. Обдул. Слушай, обдув козырька, ты мне там сзади не обдуешь, ничего? Может, задуешь и свечи сзади? Ладно, ожидаем. Все, что мог, то я сделал. А вот это пиздец, такого не было. Это не планировалось. Вот, кстати, он мне никогда не взрывался, сейчас взорвался опять. Вот это, сука, они, я говорю, что-то обновили здесь. Гады. Ладно. Зато я хоть попробовал. Вот, видите, они, эти очки, не пойдут в результаты здесь. Это бесполезно. Да, свечи, ну задуть. Ладно, все. Ну, не сработала схема, какая была раньше. Я не знаю почему. Интересно самому, почему не сработало. Всегда раз срабатывало, а тут он вдруг взорвался. Ладно тогда, давайте на этом завершим уже все. Нормально, миссию полностью сделали. Все, в следующий раз будем эту миссию прям пробовать еще как разминку проходить и делать другую. Ну, вот какую-нибудь. Ну, на этом все. Главное, разобрался с проблемой, сейчас все работает. Вот. Все. Осваивайте, кому интересно редактор, тоже летайте, игра интересная, сложными местами, как бы со своими тараканами, ну ничего, зато, как говорится, это, как там поговорка-то, тяжело в учении, легко в бою, да? Так что нормально. Продолжим как-нибудь. Нет, я не все, я сейчас отдохну, покушаю, потом в Тарков пойдем. Давайте, не прощаюсь.